Третьи сутки в пути, ветер, камни, дожди. Все вперед и вперед, рота прет, наша прет. Третьи сутки в пути, слышь, браток, не грусти, ведь приказ есть приказ, знает каждый из нас. Напишите письмецо, нет его дороже для бойцов. Напишите пару слов, вы, девчата, для своих пацанов. И на рассвете вперед уходит рота солдат, уходит, чтоб победить и чтобы не умирать. Ты дай им там прикурить, товарищ старший сержант. Я верю в душу твою, солдат, солдат, солдат. И на рассвете вперед уходит рота солдат, уходит, чтоб победить и чтобы не умирать. Ты дай им там прикурить, товарищ старший сержант. Я верю в душу твою, солдат, 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 солдат. Третьи сутки в пути, ветер, камни, дожди. На рассвете нам в бой, день начнется стрельбой. Третьи сутки в пути, кто бы знал, что нас ждет. Третьи сутки Так. в пути, и Ладно, рассвет настает. Jara bok войны это зохан ден болады да. Явный болады. По контрактан кесте бір бакында. Явный болады. Этма дегенде зилеттен тоқты қалысы ғой. Явный болады. Брат, явный. Конечно так. Зохана нельзя. Нельзя ему на войну. Война же закончится. И на рассвете вперед уходит рота солдат, уходит, чтоб победить и чтобы не Так, открываем умирать. коробочки. Дай им там прикурить, товарищ Чё вы мне старший коробочки не сержант. отправляете-то? Я Оп, верю яблоко в душу купите. Во. твою, солдат, Молодцы. солдат, солдат. И на рассвете вперед уходит рота солдат, уходит, чтоб победить и чтобы не умирать. Ты дай им там прикурить, товарищ Так, старший ладно, сержант. давай, первый бой. Я верю в душу Мова твою. Цанбагу. Падала земля, с неба падала земля, разрывая крик, в небе падала твоя. Ай, когда у нас? Явно все понятно. Падало, что-то падало. Короче, с неба падали звезды, падали там самолеты и так далее, облака падали. Капельки дождей, там капли дождя там падали. Мусор там падал с 5-го этажа и так далее. Много чего падало. Люди падали. Некоторые вставали обратно, некоторые нет. И так далее, и так далее. Ладно. Скажу прыгать, прыгнули. Скажу Ладно, шмалять, всем шмаляйте. всем Утекли. добрых вечеров. И я сегодня решил... что я решил? Я решил играть на 8-ках. Походу. Ну там посмотрим. О, блин. Так. ВКшка умрет, и тогда я умру.
Это хренотень под названием 122 ТМ. У него сколько там? 14 секунд КД. От него помощи не жди, так сказать. Ну, суперконь хотя бы там поехал. Ну, к нам придут, короче, один Тормаген тоже там, Т-31 вот сюда. Все нормально. Все хорошо, ребята. Замечательно. Все просто отлично, офигенно. Я-то сначала испугался, как бы. В смысле, я не испугался, я просто пожалел. Что, всех один, что ли, буду убивать? Вот этих вот говнарей. Я же тоже, как бы, нормальный же человек. Беспокоюсь за этих пацанов. Так, у нас 257. Я могу поехать вперед? В принципе, можно, но... Если можно, то вместе с этим человеком. Как его зовут? Кто он на самом-то деле? Я не знаю. Блин, судя по тому, как он едет, мне как-то жалко его, что ли. Сейчас. Бац! Вот дебила. Вот сюда приехали, потому что меня засветили. Это означает, что надо вот сюда вот шмальнуть. На тебе. Нет. Так, а кто тогда меня светит? Отсюда, что ли? А там разве... Нет, нет. Что-то странное происходит. Ну, меня могут поймать. Вот с этих кустов. А там что? Так. Сзади батчат. Что происходит? Я не понимаю, ребят. Ай, блин, ну, сводиться не было времени. Да. Сейчас как бы чат залетит. И нам... А давайте его встретим как-нибудь, а? О, нет. Блин. Что за дичь происходит в этом мире, я не знаю. О, что это? Коробки летают. Слоны летят, летают. Блин, сзади еще батчат, тут еще и Су-130. Блин, ну почему мы заехали сюда? Блин, нельзя было торопиться. Урою давайте нас, этого... секельдявый! Шарфу тут, давай батчата, шотного стреляй, деби... Ах, вы куски говна, а? Это называется просто полный фейл. Ну, все, он уже не будет выходить. Мой единственный шанс в кого-то стрельнуть. Пиздец. Нет, ну пацаны, Просто... Отличный бой. Ну как они так заехали? Ебаный в рот. Батчат там заехал, 140-й там. В центре вообще никого. Что за дебилы вообще? Бля, пиздец. Когда они играют, чем они занимаются, вообще непонятно. Ну, моя ошибка, потому что я должен был нормально следить за мини-картой. Пиздец, нахуй. И у них ЛТшка сыграла просто охуенно сыграла. Кстати, я купил новый танк. Да.
Вот такой вот танк. Это что? Живучесть. Что поставить? Давайте попробуем по стандарту. Досылать. Да ладно. Угу. Тут у него бронебойный 226, значит этот танк умеет фармить. Давайте вот так и так. Угу. Тут мы ставим ремочку. Аптечку. И автоматический огнетушак. Вроде все. Так, что у нас? Давайте внешний вид. Я не знаю, что из себя представляет этот танк, потому что я на нем вообще не играл. Сейчас посмотрим. Вот так нормально. Вершина мира. Так нормально? Так нормально. Так, экипаж. Экипаж надо высадить экипаж в казарму. Зачем нам их какой-то дебильный экипаж? Это американец, да? Ну, если это американец, давайте возьмем с Хевика, да? Хевик. У нас десятки где? Вот это возьмем. Берем вот это вот. Хевик у нас вот такой вот хевтянский. Так, высаживаем в казарму. Как положено. Так, где этот ренегат? Блин. Ну как мне найти его? Вот он. Дебил. Так не делай. Вот. 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 И вот. Автоматический возврат экипажа ставим. Ускоренное обучение. Ускоренное. Зачем ускоренное? Мы модернизацию делать будем, да? Так, что у нас там? Движение. 426 обзора. Дальность связи 780. Максимальная скорость вперед 45. 15,800. А как? Так. Давайте вот так вот. Информация. Угу. Можно потом увеличить ХП. Ну там посмотрим. У нас главное бронирование корпуса 152, 250 бронирования башни. Это нормально. Проточно. Минус 10 у ВН минус 10. Это хорошо же. 226. Можно играть просто чисто на ББ. На этом танке. Ну, у меня есть серебра, поэтому половину я взял ББшки и 20 голды, если... Ну вот, нужны тут уже ББшки. Так, скорость полета как? По скорости полета 1080 ББшка и 1380 под калибр. 255. Может... Так, сколько? 1380. Это почти 1400. 1080. Может... На голде, что ли, играть? Чтобы попадать. У него голда еще и под калибр. Это хорошо. Начинаем херячить, когда сам Давайте скажу. на голде тогда. Че я... Зачем мне какой-то фарм, если у меня есть деньги? В деньгах пока мы не нуждаемся. Все нормально. Все отлично. И едет танк очень нормально. Вот такой, вот так вот. Угу.
Я вот не понимаю... Так. О, все такие довольны. Народ, всех с наступающим Новым годом, Андрей Егорович. Ага, он это он... Ну... Ох. А, блин, сволота. Я сам тупой вообще. Извиняюсь за то, что я так стреляю. Не тормози, брателло. Мы тут уже, блин, запарили. Просто эти успели заехать. Вот они стоят довольные такие. Дайте мне мое место. Хотя нет. Это ихнее место. Там я играть не могу, потому что у меня есть комбашенка. Я одно не могу понять, Зоханский, почему ты играешь с рандомайзерами, и у тебя нормальное количество постоянных зрителей, ты бы мог играть, не тратя свои нервы, общаясь со всеми, отдавая приказы, общаясь. А зачем, собственно? Рандомайзер это не из-за того, что меня... Знаешь что, рандомайзер нужен... Ярим лайки прожимаем. Топ-дог, Калинернен, лайки прожимаем. Красавчик, спасибо тебе. Спасибо тебе, спасибочки. Мақтал. Мақтал болду, наеха мақтал болду. Калинернен, топ-дог. Қайна кейін соғытты, қайда болды бұда. С какой ноги топ-дог сегодня встал, я не знаю. Спасибо. Так. Про рандомайзер, кстати. Я забыл сказать про рандомайзер. Индюк. Рандомайзер это вот такой вот. Знаете почему? Потому что артоводы всегда у них, в основном у них всегда XVM. Понимаешь, да? Они... рандомайзер это просто имя же, кстати. Ну да, если... Да. Если у них, у артоводов вечно у них XVM, и они фокусят именно зеленых. У меня зеленая стата, поэтому... Если у них есть выбор стрелять в 3 танка, они, по сути, выбирают более-менее игроков, у кого ВН8 выше. У меня 2К... ВН8 1950 сколько-то. Поэтому я не хочу, чтобы артоводы фокусили меня. Я когда сам играл на арте, я всегда фокусил, я пытался всегда фокусить только зеленых и фиолетовых и так далее, и так далее. Потому что если они умирают, то у нас вероятность того, что мы выиграем катку, она большая. Зачем нам стрелять по 45% ракам, например, да? На арте. Надо всегда упор делать на то, чтобы на арте всегда убивать самых, так сказать, опасных людей. Ну это тактика просто. Поэтому... Если у меня рандомайзер, то более-менее есть вероятность того, что им будет просто как бы... Так. Кевин. 300 урона. Ну почему я... Ну карта такая. Пацаны. Где ты вообще увяз? Нас тут сейчас Они до сих пор меня видят, да? На тебе. Вали, козлов! Ну чё тупим? Все, погудели. Не, ББшка тоже нормально как-то летит. Лохи в ауте, шмонай лопатники, пацаны! Блин, надо было чутка агрессивнее сыграть.
Тогда у меня было бы урон хотя бы 2000 хотя бы надо держать. Блин, этот бой просто... Ну это даже не бой, это избиение, просто избиение, понимаете? Кстати, сегодня вы можете получить вот этот танк, Ренегат. Ну и поэтому я играю с этим, с анонимайзером. А почему тебя... Ну, тебе мешает мой анонимайзер, я вообще не понимаю. Дисбаланс был, я понял. А вот нету голосового чата. Почему там не общаешься с командой? А зачем? Зачем мне с командой общаться? Если бы было... ну, я так понял, что ты вообще не играешь в танки, да? Если бы мы с командой общались, да? То это был бы бардак. Уверен я на 100%. Там столько матов ты послушаешь. Там всю твою семейку будут, это самое, убивать будут словами. Насиловать будут твою семью. Будь уверен. И тебя тоже, в смысле. Вот такой вот чат ты хочешь? Если тебе очень приятно слушать, как словами насилуют всю твою семейку и тебя самого, тогда я не знаю, что с тобой не так. А нам это не нравится. Тут в основном агрессивных игроков очень много, ребята. Школота и так далее, и так далее. Так и так, общий чат у нас убрали из-за этого. Был бы общий чат, то это бардак, ребята. Никакой там радости. И поэтому как бы сделали анонимайзер. Даже меня могут просто... у нас в канале очень много забаненных людей. Вот они встретят меня, Зоханикут, да? Вот смотрят и давай. Вот он, ах, тварь, вот он. Вот, и он будет вот так вот по голосовому меня оскорблять и так далее, и так далее. Валим козлов нафиг. А мне это надо. Вот. Как ты думаешь, я обрадуюсь тогда, да? О, есть, у меня есть общий чат, меня только что послали нахуй. Я очень рад этой игре, что есть общий чат. Этот самый голосовой чат. Я не знаю, я буду не рад. Будь уверен. Это же задроты. Они опасные люди. В чатах. В чатах все чемпионы. Ну, это... И для того, чтобы не было такой дизморали, они убрали вот всю эту херню. Ну, а голосовой чат раньше и даже и не было. Конечно, я могу взять вот отсюда вот двоих людей, и с ними, по их согласию, я могу с ними там разговаривать. Так можно, да. Но откуда я знаю, что это нормальные люди? У меня и так с нервами очень плохо. Если они умрут, они будут вот так вот. О, играем вместе, нормально играем. Нормально играем и так далее будут. Если этот человек умрет, он будет в этом винить только тебя, а не себя. Ты дебил, ты не помог мне и так далее, и так далее. Ну, не все такие, конечно, но... Поэтому надо играть с друзьями. Для этого есть соклановцы, друзья и так далее, и так далее, и так далее. Проверенные люди. С ними играешь, с ними весело.
Так, блин. Что бы мне поделать? Блин, ну карты такие себе, бля. Пиздец, тоска, короче. Химка, Энс и так далее. Я отсюда поехать не могу, потому что Скорпион и Ренегат смотрят. Смотри. Они просто держат меня. Удерживает, так сказать. Тогда что? Тогда я... Оп-оп-оп. Где Бураск? Ага. О, гори, гори. Вот. Так, ну так, блин, карта такая тупая. Блин, что мне делать вообще? Туда-сюда хожу. Я без урона не могу вот поехать к нему, потому что меня просто подловит вот этот Скорпион. А могу ли я как бы... Ну, тебе. Кушай яблочко, сука! Я же так могу, оказывается. Нет. Все, он пропал из-за света, и поэтому второй раз это не проканает. И не факт, что я получу от него. Если я попаду... О! Ну, чики-брики. Красавчик. Я охуенный человек. Угу. Угу. Здорово, Андрей, ага. Человек-паук. Я единственный человек, который вообще это самое не ждет этого, ну, Человека-паука. Я вообще с детства был фанатом Человека-паука. Я мультики пересматривал. Первые мультфильмы. Это было вообще жестко. Ну, в 90-х, да, в 90-х годах. И потом вышли фильмы с Тоби Магуайром, Человек-паук. А остальные все там Человек-паук, что-то там, новый Человек-паук и так далее, и так Да далее. я тебя сейчас в бушлат деревянный одену, сука! Вот эти фильмы меня бесят. Я вообще их... Ни один фильм я... Как-то не заходит. Блин, надо светить. Но как? Вот так вот можно светить. Получить можно по лицу. По ебальнику. И вот так вот. С помощью этого можно светить. Не, это тупая карта. Блин, когда же уберут вот такие поганые карты, я не понимаю. Так. Исключенные карты штиль. Штиль можно обратно вернуть. И давайте вместо штиль... Аэродром можно исключить. Это не карта, а полное говно. Вообще, на самом деле, в этой игре все карты говно. Зачем вот добавляют новые карты, я не понимаю. Лучше бы они доделали бы или что-нибудь сделали. Вот, например, вот линия Маннер гейминга нормальная, но тут, то, что есть тут прострел от ПТ, это полный пиздец, короче.
Рыбацкая бухта, вообще непонятная такая карта. Я не знаю, Эль-Халуф. Вот Эль-Халуф мне нравится. Вот все были бы как Эль-Халуф. Никто никому не мешает. Тяжи с собой друг с другом перестреливаются. СТшки тоже перестреливаются. Никто никому никому нет дела. Артоводы особо не напрягают. Вот, например, карта есть стиль. Тут ты попадаешь на маусе, на тайпе, на E100 и так далее, на медленных тяжах, и все. Ты сюда не можешь проехать. Они-то могут как-то проехать, вот эти еще, да? Но вот если ты попал вот в этой зоне, и ты играешь отсюда, и ты вот сюда не пройдешь просто... Если ты хочешь там проехать, ты должен молиться. И не раз, а 100 тысяч раз надо молиться. Пока дойдешь до этого, у тебя хп будет там 300, там половины и так далее, и так далее, и так далее. Они отсюда будут просто держать. Вот мне кажется, что вот если мы начинаем с этой позиции, то у них как бы в этой позиции у них огромное преимущество. А вот эти, ну, начинающие игроки, которые вот начинают вот с этой точки, они просто... Ну, у них как бы... Они могут, да, вот тут подловить, но особенно нету такого, чтобы их тут просто подловили просто так. А вот тут всегда вечно проблема вот тут. Именно вот тут. Отсюда тоже стреляют по ним и так далее. Проезжающие здесь, это просто дисбаланс. Когда как они вот тут нормально, спокойно проходят. Безболезненно. В основном. А вот этих очень-очень жалко. Эту карту или надо убрать, или им тоже надо что-нибудь придумать такое приятное придумать, чтобы они... Ну, это полный пиздец, если играешь на ТТ. На ЛСТ, да, на ЛСТ спокойно можно играть, отыгрывать можно. На ЛТ, на СТ, на ПТ можно отыгрывать, на арте тоже можно отыгрывать, но не дай бог на медленных тяжах ты попадаешь в эту карту и все. А если ты из-за того, что ты боишься вот сюда поехать, ты на базе там постоишь, и все будут тебя вот указывать, тыкать пальцем просто, ты дебил, ты что там стал и так далее. Вот такая вот карта. Или бы вообще закрыли вот тут. Тут закрыто, чтобы ТТшки спокойно проехали бы, и они перестреливались бы друг с другом. Просто без никакого там... без потери своих хп. Как в Эль-Халуфе. Вот ты вот тут, даже если ты медленный, вот, например, маус тут стоит, тут тоже маус. Они же спокойно приходят вот сюда, да? Вот здесь приходят спокойно тяжи с этой стороны. Тут тоже тяжи спокойно приходят. А в штиле, когда они приходят... У этих много хп, у этих часть, вообще половина хп, у ТТ у них вообще просто хп нету, потому что их просто ловят здесь. Просто ловят, просто на ура. Отсюда ловят, вообще их. Мне очень-очень жалко их. Тут надо закрывать вот эту вот зону. Это пиздец. Вот карта штиль. Для ТТ. Эрлимберг тоже говно. Ну, Тундра нормальная, вот эта карта. Играбельная. Фьорды тоже нормально. Хайвей нормальный. Харьков, ну, в принципе, Стоялова, но нормально. Отыгрывать можно. Еще что у нас есть? Так, чтобы убрать. Оверлорд тоже говно. От слова совсем. Давайте Оверлорд. Хотя... да. Ну, тут... Блин. Так, тут думать надо. Чтобы исключить. Берлин такое себе. Какую карту можно исключить? Малиновку, может? Давайте Малиновку. Ну, Малиновка, она... Нормальная на самом деле, но пускай. Давайте без Малиновки сегодня.
Здорово, Зохан. Дмитрий Колесов, здорово. Андрей Эрбатовна, утес еще и был так-то Илан Беспекин. Утес? Нет, мне утес вообще не нравится. Это вообще не нравится мне. Ты что? Если бы я играл на арте, и если бы я играл на ЛТ, то утес был бы нормальным, ну, нормальной картой. Но, не знаю, утес вообще не нравится. Это вообще... Что за дичь? Ну, о вкусах не спорят. Я не умею играть на утесе. Когда я попадаю на карту утес, то... Это конец. Начинаем херачить, когда сам скажу. Так. Делать нечего, блин, клан на балах, утес еще. Ага. Ок. Он успел, да, проехать? Он успел. Это блин, чё ну пожалуйста, такой прикол, попадай, а. типа, да? Эх. Откуда у него броня? Ай, что я делаю, а? Ну, второй выстрел был... Ошибка. Ошибка-то моя. Ну ты загадочный. Ну тут... На, козлина! Калибан молодец. Пришли, всосали! Ха-ха-ха-ха! Так, Калибана. Калибан больше не радостный, его уже нет. Юрий Дораба. Утес, да? На тебе! Бычара, ты труп, ты понял? Говно. Стоит человек радостный. Жопой мне ковыряется, как бы показывает свою жопу. Еще пердит еще. А я ему бац! Поджопника дал. Так, давайте вот этого. ИС-3. Танцуй пока молодой мальчик, танцуй пока молодой. Гре, 3500 урона и 1 килл 500 рублей. О, давай. Это на каком? Блин, ну не мешай, пожалуйста. Да ладно, доктора, Джары, доктора. Гамар букенте. Смешно прям не могу. Ай, Где ты Канако. вообще увяз? Нас тут сейчас кончат. С этим всё Вали кончено. актив! Ну чё тупим? Все, погудели. Выноси бычьё! Так. Короче, полная фигня. О, зачем ты это По-моему, сделал? кто-то нас спасет. А хотя то кто? Нет. Ай, твою...
Кто хочет на шашлыки, приезжайте вот сюда и можете тут пожарить мясо. Вот пока у меня танк не остыл, вот пока у меня есть как бы дым и так далее. Вы хотите, у вас скоро Новый год, тут жара и так далее. Приезжайте. Курнатовского 195 дробь 167. И мой танк там стоит, кстати, и можете тут пожарить свои шашлыки. Конечно, это не бесплатно, но если вы поставили лайк к стриму, то для вас бесплатно. Только там это... Торопитесь! Танк уже остывает как бы. Ну, да. Ради народа. Так, ну-ка. Дяра 3500 урона и 1 килл 500 рублей. Юрий, спасибо тебе за донат. Это на десятках же, да? Или как? Следующий бой, ага. Юрий, на десятках? 1 килл и 3500. В десятках же, да? Да, ага. Так, 1 килл и 3500 урона. Кто может? Конечно, это ВЗ-55. Блин, но мне как бы помощник нужен. Давайте без помощника, а то неинтересно будет, да? Типа, не стреляй, я сам буду стрелять тогда. Давайте. Я что, не смогу, что ли? Конечно смогу. 3500 урона, это что? Детское... Ну вот. Деньги, бабосики давай, присылай. Я жду. Как же мне везет. Так вот, сейчас увидите, все, абсолютно все поедут вот сюда. Вот тогда... Ну, хотя мне не очень везет, потому что если бы я был с этой стороны, ну, если бы я начинал игру вот отсюда, тогда было бы намного приятнее. Но то, что восьмерки, у них может и хп не будет. Или будет. Давайте я возьму помощников. 705. Ах ты говно. Не хочешь, да? Ну не мешайте, пожалуйста, дебилы. Артовод. Ну, как он дал 715? Ну, значит, у нас с фугасом у нас беда, оказывается, на Ренегаде. Вот гаденыш. Ренегад. Гаденагад. Ну, такое бывает. Ну, зато артовод счастливый сейчас сидит. Скоро Новый год же. Пускай радуется. Ура, ура, все нормально и так далее. Ах ты, ну хотя бы рикошет не делай только. Астрон Рекс, дай урон. Ага. Так, осталось 3к урона и 1 фраг. Ну тут надо... Не надо тут сидеть. Пацаны. Да ладно, сколько у тебя КД? Почему он такой быстрый-то? Кушай яблочко, сука! Аджа! Йока! Йока, давай, мне дамаги нужны. Только вот отсюда могут приехать к нам. А почему там пусто-то? Где ТТ? Это самое ПТ. У нас ПТ вообще нету. Понятненько. Ну вот, Калибан уже приехал. Вот видите, да? Блин, ребята, это беда. Это беда. Вали, петушар! Отымели как петушар. Разбираем пушки. Но мы можем. Ребята, стоим, пожалуйста.
Пожалуйста, стоим. Пожалуйста, пожалуйста. Так. Мне надо еще 1500 урона, да, надо. И все, я доволен. Ай, блядь. Я же не попаду так. Ну зачем этот танк умер там? Ну, я сам убил же, кстати. Херач их, пацаны! Есть! А петушу Еще нахрен, 2 урона, да! ребята! Где ты вообще увяз? Нас тут сейчас кончат! Я охуенно. Я как бы... Калибан, пожалуйста, не надо меня убивать! Калибан! Не надо! Не надо! Калибан как бы говорит, а может надо? Не надо, говорю. На тебе! Доставай водяру, помянем жмуров свежих. Что ты хотел от меня? Бородавочник. Говнецо поганое. Он с Роха... не с Роханом, а с Зоханом он решил тут. Пришли, всосали! Ха-ха! Что вы начинаете от меня? Что вы начинаете от меня? Уж и всех буду это... Всех перебедаем. А знаете почему? Потому что мы банда! Юрий, сейчас думаю, почему так произошло? Мои деньги? Как я буду справлять Новый год теперь? Как? Боже! Ненавижу Зохана! Почему я так дал ему челлендж? Не надо было челленджа! На, сука, яблочко! Ага, смешно прям не могу. Больше не буду я смотреть стримы Зохана! Ненавижу! Как бы говорит Юрий, ему больно. А мне не больно. Шутка, мне тоже немножечко больно будет сейчас. Не бойся, мы тебя резать не будем. Хе-хе, пустили быков на Мне фарм. больше не больно, а теперь мне больно. Нельзя так! Я же сказал, нельзя так такое вытворять. Ну, убивайте его. Чё вы стали-то? Ты бабок. Хватайте маслины, сука! Просто вы козлы, ребята. Чё вы устали? Он же один был. И почему он фуловый-то был? Я жесткий человек на планете Земля. В других планетах я не знаю. Там у них спрашивайте. Космодром работает. Ну, там цены, конечно, завышены. Там еще медкомиссию надо пройти, тест и так далее. Может возьмут, может не возьмут. Там миллиардами долларов, если у вас есть. А я думаю, что у вас есть миллиарды долларов. Отправляйтесь на другую планету и там поищите более жесткого человека, чем Зохан. Эх, Юрий. 500 рублей наша. Смеется Дед Мороз в новом году. Ну, это не мой смех. Давайте выходим. Ну, я хочу, чтобы... Ну, у нас же был как бы договор, что мы это самое... У нас, на нас, других регионов, чтобы тоже смотреть. Они заходят и они просто улетают куда-то, потому что... Ну, я хочу, конечно, сам хочу, но... Я принципиальный. Просто, Анатолий Скрябин, у меня же есть дофига стримов. Ты повторы там пересматривай. Там чисто на якутском. И они более, как бы, веселые даже. Просто отключи стрим сейчас, прямо сейчас. И смотри там повторы. Разницы никакой, но там чисто на якутском. Ахалы барата. Можешь посмотреть. Өркөннүн стрим начывает, он калорийный корек концепт. Там пересматривай, там много, тысячи стримов. Так, это кто? Что за дерьмо? Награда.
За выполнение 8 задач. Сам-то я тоже как бы хочу на якутском, как бы, но я должен хотя бы узнать, развитие будет или не будет, хотя бы на 2 месяца, да? Если развития не будет, если все равно с других регионов к нам подписываться не будут, то мы вернем наш якутский язык. Но якутские стримы всегда будут, все равно будут. Но там будут хакалы холбра тематические стримы, например, подкасты на якутском будут. Стримы с громом на якутском, по-моему, будут. Эрканюнями хакалыкных пыт и так далее, и так далее. Тут не всегда будет по-русски. Если через 3 месяца у нас оборотов не будет, все равно мы это как бы будем только сами сидеть. Тогда, пожалуйста. Во, это было изи, ну мы и это Ахтагар поддержка лан челлендж тур арбутум. О, это было изи, ну, мяны техтар поддержкалан челлендж тур бутум. Ну, красавчик. Ты красавчик, спасибо тебе, Юрий. Махтал болухтун. Зато и мы на вазике, сколько там? Мы нормально же сыграли, да? У нас 4 победы из 5. Так. Ну да, у нас 6к урона, в принципе. 5842. Если бы на меня не упоролся И7, то я бы дал 8к урона хотя бы. Но мастер взять на вазике, там надо 10 тысяч, наверное. Он очень требовательный. Так что... Такой вот танк. Скорость сведения, максимальной скорости вперед. Нет. Так, возвращаемся к 8. Ну, как вам бой? Ну, бой-то вам понравился, да? Я надеюсь. Давайте на Торнбаген. Этот ренегат... Такой себе танк. Что-то не зашло. Ну с картами. С картами как-то плохо. Просто, да? Давайте еще дадим ему шанс. Ладно. На дроби сделаешь легко 3500. Ну да, и поэтому я его взял. Я же не хочу упустить момент 3000. Я не хочу упустить 500 рублей. Инкай дораба. Ну, любой бы так сделал. Если бы, например, Дмитрий Колесов, ты бы играл в танки, и тебе бы задали челлендж на 3500 дамага и 1 фраг, то я думаю, и у тебя был бы выбор ВЗ-55, Сейчас бы... ты бы взял все равно ВЗ-шку, потому что это на 1 бой. 1 косяк или 1 турбослив, и все. Ты проиграл. Нету у тебя уже 500 рублей. Поэтому как бы рисковать не надо. Все тактика. Все верно. Любой умный человек на моем месте выбрал бы ВЗ-55. Если он не глупый. А глупый человек взял бы бабаху, например, ЛТшку какую-нибудь и так далее, и так далее. И он мог бы потерять, ну, вдруг 3400 урона и все. Это турбо победа будет или турбослив. Ему не хватит 100 урона всего лишь и все. Нету у него 500 рублей. Будет ли человек после этого доволен? Нет, наверное. Хреначи! Так... Не, ну, пушка классная. И при том у него
КД 8,38. Это вообще круто. На самом деле этот танк первоклассный. Слышь, И может, броня ты дебил? в НЛД есть, более-менее. Ну, хотя это просто приведенка большая была. Главное у него, знаете что, УВН есть. Минус 10 УВН. Так что, если вы... если у вас есть золото и так далее, я бы посоветовал все-таки купить. И вы можете просто фармить на нем изи, просто изи. Потому что у него пробитие 226 ББшкой. Это означает что? Это означает, что вы вообще можете играть без голды абсолютно. Это танк для фарма, а не для нагиба. Ну, пару штук голды все-таки надо. Ну, а мне фармить не надо, поэтому все-таки 20 голдецов себе взял. Вдруг я с десятками там попаду на карте, например, Прохоровка. Тут скорость полета 1380, 1400 почти. Ну, тут как бы каждому свое. Мне фарм не нужен. У меня денег много. На тебе. Амбец вам, Хотя сейчас я играю на ББ. Потому что это восьмерки. Ладно, что происходит? Что за дебил? Эх, КР. О, понятно. Там Юди стоит. Вот здесь. Вот так вот. Человека сила. Ну. Стараемся. Я беру научил батак кибу эчлежем тарчу научил понимаете, да? Двух зайцев сразу. А ну челенга пахангарих пан. Олин. Другие регионы, Индия мам повод был нам кардыга силих пан хэпполдать. А то у меня русский язык такой себе. Тавастырым келлектерни. Давай научились гостей тоді молодь. А у меня нету друзей. Жмур сейчас со мной поделится, Русскоязычных или русских. Таких друзей у меня нету. И никогда не было, да, почти. Не было, ага. Поэтому я всегда, всю свою жизнь я разговаривал только на якутском. А сейчас уже есть повод. Посмотрим на другие регионы. Дибит вон момент, ну чела, вот волнки, нормально, нормально. Мы у нас пробные стримы. Думать надо. Тактика. Ну и посмотрим через год. Лови пилюлю, фраер. Что, нормально говорить буду, нет? Ай-кай. Отпетушу нахрен, понял? Поэтому у меня как бы мои стримы это урок русского языка. Для меня же. Это же полезно? Полезно. А то... Слышь, может ты дебил? Все равно пригодится, надеюсь. А ну, чики-брики в дамке! Так что это самое. Так что не надо юлить! Туда-сюда. Беременный. Ну вот. Отличный же танк. На ББ 2500 урона почти. Это в принципе нормально. 2440, ага. Ну,
в каждом бою... О! Смотрите, я играл на ББ и 150... у меня просто стоит плюшка. Клановая плюшка, 30, да? Кредитом. И плюс это... Твоя плюшка. Но все равно. Нормально вот так вот. Это уже более-менее что-то. Что-то более-менее. О, герой есть. Он отправил мне особую посылку. Нет, это фосфор якоты. У меня все равно сердуха выше, смирись. Окей. Ага. Спасибо. Вы, кстати, тоже мне коробочки присылайте, ребята. Че вы такие-то? Вместо донатов... вместо донатов, да. Те, кто не смогут просто отправлять с донатами, там беда. Можете мне отправлять коробочки. Вот такие вот маленькие коробочки. Ну вот. Тоже это... Коробки это тоже хорошо. Наверное, да? Ну, не знаю, что в них хорошего, но все равно приятно же. Вроде просто маленькая коробочка, но... Блин, и мне плохо от того, что мы купили все... мы, это самое, открыли все 8, да? В коробках, потому что я очень хочу еще большие коробки купить и на стриме там открыть где-то штук, например, 500. 500 коробок, больших коробок я покупаю на стриме, да? 500 коробок, и мы открываем это на стриме, чтобы узнать, что внутри 500, что можно купить, что можно получить, открыв 500 коробок. Как думаете? Но поскольку я все танки выбил, то зачем мне коробки? Здорово, Зохан, Станислав, здорово, здорово. Так, ладно. Шучу. Нагабим 500 коробок. Бабам лайкани, что я похож на дебила, что ли? 500 коробок. Барки мере такая бита будут, багар. Ну, жестко какие, хоть 5 коробка идет. Охуенный дурачок, оказывается. А я больше куплю, где говорит, без бегом коробка лагеркат. Понятно? Больше 100 коробок не надо покупать. Ну, кому как, конечно. Ради голды. Ну, есть же, например, 3D стили. Если кому нравятся 3D стили, но повезет или не повезет, тоже рискованно. Если вы выбили Калибана, Торнвагна и Йоха сепаратора, да? И 122 ТМ, то уже не стоит там открывать. Но, как я уже сказал, каждому свое. Есть же люди, которые фанатеют от коробок, от игрушек, от золота. Ну, от игрушек фанатеть можно, что ли? Ну, да, могут. Есть люди, которые собирают всю коллекцию и от этого тащатся. Я не знаю, почему они так это делают, но это их проблема. А я вам советую, если покупать, то покупать где-то 40 коробок просто. Повезет или нет? Ну, давай 50, так скажем, да? Если есть деньги. Мы-то на бухло почему-то всегда деньги есть. Вот, например, да, когда я бухал, я иногда в день тратил где-то 15-18 тысяч. Ну, не всегда, конечно, но бывали такие дни, когда ты просто в тупую угощаешь всех своих друзей, а их 10 штук. Тратишь, на завтра просыпаешься, у тебя ничего нет. Такое же бывает. Да вы нас не уважаете! И когда ты бухаешь, и в это время тратишь деньги,
ты там не говоришь, не надо мне столько тратить и так далее, тогда. А когда дело касается коробок, мы сразу же уже какие-то жадные, да, сразу. Как это? Ну, Шар-Футур, давай, едь, убей вот эту мелкую сошку. Ну, алкоголь поэтому зло, ребята. Я всегда так делаю. Я много-много тратил, когда выпивал, и это было очень плохо и очень неверно. Когда я пью, я становлюсь добрее, что ли, и дураком становлюсь, и такое бывает дни, когда ты хочешь, чтобы все как бы тебя уважали, и ты вообще деньгами пиш. На самом-то деле это твои последние деньги, но ты все равно тратишь. Нет, чтобы сказать, ну ладно, ребята, если у вас денег нету, ну мне тоже как бы деньгами уже все плохо, мне надо домой и так далее. Такого у меня никогда не бывало. Я все равно до талого шел, пока деньги не закончатся. Это плохо. Я не умею пить. Я буду честен с вами. Вали Ну, его! мы почти 80 или 80, ну, давайте 70, да? 70% из нас никто не умеет пить. Из Якутии. Это так. Есть люди, которые пьют, например, нормально, один вечер и так далее. У меня одного вечера это когда я пью, этого было всегда мало. Поэтому я бросил пить. Я обычно пью 2 дня. Или даже когда все хорошо, да? Когда все отлично, то даже 3 дня. Это плохо, ребята. Это болезнь уже, а не... Это алкоголизм называется. Это... А есть люди, которые употребляют алкоголь как бы нормально. Они работают и просто, ну, один раз в 2 недели и так далее, и так далее. И один вечер просто пьют, и все, больше не пьют, и так далее, и так далее. Есть такие люди, да, нормальные люди. Но я, как бы, я не умею пить. И не умел никогда. Опять РД. Ок. Так. Что? РД деп Николай. Ок, Николай, мақтау болықты. Мақтау, спасибо тебе, спасибо. Өтегеннен изи, дораба. 500. Вот так вот. Ок. А можно вот этого, да? Блин. Я попаду? Конечно, я попаду. Башку оторву, сука! Если мне присылают донат, я всегда попадаю почему-то, да? Вы же сами знаете. Так это работает. Так, играем на дамаг. Это хорошо. Защитники Е75 это огроменная проблема. Шар-Футур, пожалуйста, не умирай. На, козлина! Надо было в каток ему дать еще, да, чтобы помочь этому. Давайте в каток посмотрим. Ну, с такой дистанции в каток попасть Ну ты такое себе. Так, давайте заряжаем голду, чтобы наверняка, потому что защитник, у него как бы есть броня. Мы еще можем затащить на самом деле, потому что у нас есть 75-й. Если у нас все будет нормально, давайте возьмем вот этих возьмем.
во взвод. А вдруг такие вот замечательные люди. Спасибо еще раз, Николай. Ну, защитник. Кто-то думает долго. Вот. А, у него нету хп, оказывается. У меня фугас есть? Фугас есть. Ага, если что. Если сейчас нормально не будет, то я заряжу фугас. Не-не-не, Все, это не фугас, то, фугас, нифига, быстро нет, фугас, нет, быстро ты фугас. И фугасом он не должен, я не должен, чтобы он... Самая главная задача спасти вот этого шар-футура. Офигели, как петушар в Видите, да? натуре. Слаженная работа. Если бы он доехал до шар-футура, то он бы его увидел. И все, шар-футуру конец. А я его, так сказать, спас, потому что он быстрее, и у него есть обзор, как бы. Е-75 почему-то уходит. Я не знаю, что с этим дебилом происходит. Давайте еще зарядим голду. Мы на самом деле сможем затащить. Если бы 75-й... Ну, взвод почему-то не берут. Сейчас захватывать будут, да? Да. Да я тебя сейчас Ой-ой-ой, вот это было зря. Сука! Хорошо? Лови пилюлю. Мы танканули. Пацан. Ну, такое бывает. Арта... Нет, это уже во второй раз. Это... Слушайте, Ренегат, он фугаса... Очень сильно принимает он фугасы. Я это уже второй раз заметил. Не мандражой, пацаны! Где ты вообще увяз? Нас тут сейчас кончат. Ша, пока нам бебихи не вывалили! Ну ладно. Такое бывает. 75-й просто... Я не знаю. Ну, он по-любому рак. Я почему-то удивлен. Не удивлен, точнее, удивлен делаю это. Потому что это все равно почти как бы слив был, да? И 3 пушки должны были стоять непосредственно рядом друг с другом. А он сказал, что у него как бы контроль, но на самом деле контроля у него никакого не было. Вот смотрите, 47%. Я же... Вот таких людей сразу заметно, смотря от того, как они реагируют на исход боя. Ну, по их тактике. Я его вообще не понял. Он вообще вниз спустился. Зачем? Для чего? У него рыбалка, что ли? Что? У него там уход и рыбалка в Якутии. Я мог бы понять. Но это РУ-1. Тут не Якутия, как бы. А этот человек поехал вниз. Вот такой вот странный человек. Если бы он рядом со мной был бы и не отходил бы, то получается арта, он мог бы засветиться пораньше, чем я, например, да? И тогда 2 арты поработали бы над ним. Тогда в это время я мог убить Скорпа, ПКД и так далее, и так далее, и так далее. Ну, хоть какой-то шанс был бы. Просто. Потому что Е-75, он вообще фуловый был. Если я не ошибаюсь. Нет, ну точно он фуловый был. Или это не так? Напишите в комментарии, что я сделал не так. Что...
Ну, я тоже как-то сыграл как-то неосторожно, да? Хотя, да, я забирал защитника. Потом надо было, блин, что еще надо было сделать? Как вы думаете? Ну, там напишите в комментариях, что еще можно было поделать там. Ты говорил, Багури, да? А, нет, я написал ему, что берите взвод и так далее, и так далее. Надо как-то сыграть. Сыграть как будет. Я сказал, что все нормально, надо работать слаженно и так далее, и так далее. Берите взвод. Ну вот так вот. Лайк отчавайте. Ага. Ну это стрим по танкам. Как бы. Конечно. У нас и онлайна мало. Мы же в танки играем как бы. Это вам не папка. И так далее, и так далее. Но зато мне наоборот приятно. Темечко, зырить в оба, ща набегут. В последнее время мне нравятся танки. Потому что у меня процент побед повышается. И вместе с тем как-то я мотивированный, что ли, и так далее, и так далее. Я даже в New World сейчас пока не играю, потому что я каждый день играю в танки. Ну, с онлайном все нормально, ребята. Иногда бывает, что чем меньше людей на стриме, да, тем меньше негатива и так далее, и так далее. Наоборот, так иногда проще. А когда у тебя онлайн 100 с чем-то, там в чате появляется бардак и так далее. Люди начинают жаловаться, почему не читаешь чат, почему на нас не обращаешь внимания, что не так. Ну, там же писем много в чате и так далее, и так далее. А когда онлайна мало, 35 человек, 30, 20 даже, да? Тогда это стрим без хейтеров и так далее, и так далее. Поэтому я не жалуюсь. Мне хорошо. Если бы я играл в GTA или в PUBG и было бы 35 онлайна, тогда мне было бы нехорошо, потому что я бы понял, что это людям это неинтересно и так далее, и так далее. Но мы играем в танки. Танкисты обычно они сами играют вечерами. Зачем им смотреть стрим, если они могут стрим посмотреть на повторе? Они же вечерами играют. Они смотрят на стрим. Да вот. я тебя сейчас в ушла деревянный одену, Есть люди, сука! которые просто две смешно катки прям смотрят, не могу. как мы играем. Потом им уже как-то самим хочется там сыграть. И они как бы включают игру и начинают играть. Вот так вот. Так что хоть 20 онлайна, хоть хотя бы 20, хоть 15. Если мы играем в танки, это нормально. Так, надо помогать вот этим или нет? Потому что мне самому приятно, понимаете? В данное время я как-то вернулся к танкам. У меня есть свой собственный интерес к этой игре, и поэтому можно, конечно, без стрима играть, но есть же люди, которые Ща пощупаем, жмуранта есть же люди, которым просто нравится смотреть стрим. Блин. Так, тут у нас серьезная проблема такая вот. Не, ну я не понял. Важно не количество, а важно качество, понимаете?
Зато вот 35 онлайн охуенных людей сидят. Слушай, а я нервный. Чё ты тут из себя рыбу корчишь? Нежели 100 человек и там будут просить папк сыграть. Кушай яблочко, сука! Говорить, что ныть, что игра плохая. Давай в Green Hell играй, давай в DayZ играй и так далее. Зачем? Лучше будут качественные зрители, которые действительно любят стримы по танкам. А остальные пускай посмотрят на другие стримы, на других стримеров. Там, пускай сами играют, например, в свои игры и так далее, и так далее. Мы же никого как бы не заставляем. Со стримом или без стрима я все равно играю, поэтому почему бы и нет? Есть же люди, которые ждут стримов по танкам, именно по танкам. Вот для этих людей, вот их будет 5, да? Для этих людей все равно нужен стрим. Нежели просто я буду играть без стрима. Так что это самое. Я не эгоист, поэтому я играю. Играю. Давайте на колебании, кстати. И в последнее время я почему-то не зациклен на количество зрителей. Почему-то. Конечно, бывают дни, когда жопа горит. Но с кем не бывает. Надо учиться. У нас фальшев очень много все равно. Нам надо что делать? Поменьше матов надо. Это определенно так. В будущем, да? И как бы Не трёмся, максимально Поттер, не трёмся. как-то надо повысить уровень скилла. Я же не скилловый как бы игрок. Поэтому как бы надо стараться. И когда я много раз заметил, что ночью, когда нас становится очень мало онлайна, да, ну не так, чтобы очень, да, ну просто когда становится мало онлайна, наоборот, люди какие-то добрые сидят, такие вот. Прям я чувствую, что зрители просто охуенные зрители сидят. Я их просто сам чувствую. Я не знаю, как это объяснить вам, да, словами. Но я испытываю как бы удовольствие. Потому что ночью именно сидят те, они не спят и смотрят на наш стрим, и им нравится именно вот этот контент стрима по танковым. Лучше один человек будет поддержать от всей души, чем 10, например, хейтеров или людей, которые просто так появляются на стриме и на завтрашний день просто уходят. Надо удерживать это самое, самых ярых вот любителей стриминга, а не на всю публику, потому что публика бывает разная. Есть хорошие, есть плохие. Так. А я тут умираю. Что делает Ухой, я не понял. Но ему как бы надоело жить. Давайте я сделаю вид, что я ухожу. Я ухожу красиво. Районы. Как только я сказал, я ухожу, я не буду с вами играть, а эти пацаны решили, не-не-не, Зоха, не уходи, мы с тобой. Вот видишь, какая поддержка? Только повнимательнее, пожалуйста. Ох, тихо. Башку Вот так вот. оторву, сука! 600 есть.
теперь мне надо отдохнуть, потому что если вы играете на колебании, да, второй снаряд максимально пытайтесь не использовать, когда есть союзники и так далее, и так далее. Только в худшие моменты. Потому что КД 37 секунд это очень-очень много, блин. Тут уже минусовать надо. Мы можем, кстати, минусовать, но поэтому надо максимально свестись. Я сейчас попытаюсь дать 2 тычки и ухожу, просто ухожу. Вот так вот. Вали, суча! Потом еще надо. Угу. Готово. И теперь Еще я кто могу сунется, просто так же отымеем. уехать. Это называется использовать свой тайминг. Если я буду использовать правильно свой тайминг, я могу сохранить себе жизнь. Мне надо отдышаться, подумать над своим поведением. Плохо ли я кому-то сделал? Может, И6 хотел стать для меня другом, а я его вот так вот убил. Поэтому я должен вот так вот сидеть в кустах и подумать, что я сделал не так и так далее. У нас там победа. Я был неправ насчет Охо. Они просто переехали. Да, ну... Жесткие люди. Центуриону можно помочь, но я не хочу нанести 100 урона и потерять 25 секунд КД. Лучше я пойду за Калибаном. Это 1000 сколько-то урона. Если у вас долгое КД, надо использовать свои снаряды с умом, а не на это. Блин, у него фугас или нет? Отпетушу нахрен, понял? Ну вот. Теперь я могу использовать свой снаряд, потому что у меня времени нету. Пускай это будет... Уйди, пожалуйста. Все. Я максимально использовал свои снаряды, и у меня почти 3К урона. Я рад. Бой вам понравился? Я думаю, понравился. Плюсики в чате, если кому понравился этот бой. Максимальное использование своего КД и так далее, и так далее. Хап. Убежать. Потом вернуться, я не уйду. Я думаю, в этом бою я сыграл все правильно. Максимально эффективно я попытался сыграть. Что надо было от меня и что от меня требовалось, я все это выполнил. Вот так вот. Плюсики. Вот. Вот видите, да? Люди довольны. Калибан Хаблятингу. Да? Ну, не сказать бы, что это танк для нагиба. Это танк для фана. Чисто по фану. Но он не имба. На самом деле. Это зависит от того... нужна живучесть, во-первых. Потому что во время твоего КД рядом должны быть определенное количество танков союзных. Чтобы они тебя защитили во время КД. С дальней дистанции... Блин, с дальней дистанции играть не стоит, на самом деле. Если только на ББ, а на фугасе вообще не надо играть. Как маякну, валим козлов нафиг. Все всосали. Ну вот тут уже как бы мне будет плохо. Арты нет, поэтому они наглеть будут. Особенно ВЗшка. И, ну, хорошо, что у них нету таких танков, как Эмиль. И так далее. В остальном все нормально.
У 277 нету такого увына, чтобы он сыграл вот отсюда. Ну, а MX вот этот опасный человек. Этот вот опасен. Давайте зарядим свои патроны, снаряд до талого. Потом будем использовать по одному снаряду, да? Угу. Вздышка уже как бы нам будет мешать. Вот сюда мы выходить не должны, потому что вздышка уже контролирует. Мне кажется, надо вообще откатываться назад. Обнаружу. Вот он. Не Мгм. бойся. Тут мы я тебя могу резать не использовать будем. свой снаряд, потому что его убьют. Выноси бычьё! Я знал, что его убьют, потому что сзади у меня стоят 2 ПТ, и я использовал союзных ПТ-водов. Поэтому тут уже, если у вас такая вот позиция, и у вас есть вот такие охуенные дружочки, то 2 снаряда лучше выдать. Надо выдать 2 снаряда и потом отдыхать где-то 50 секунд. Или минуту, да? Пускай. Это того стоило. Потому что я уберу свое ХП. Этого у меня и так мало. Танк как бы не очень-то живучий. Вот Шкода опасна. Она представляет нам огроменную опасность. Если она вот отсюда выйдет, то она может выдать мне 1000 урона. Тут уже наглеть нам как бы не стоит. Мы не в топе. У нас в топе суперконь, поэтому мы максимально должны уберечь его. Чтобы другие не убивали его просто так. Вот так вот. А ты мелей, как петушар в натуре. Какую тактику я использую на 8-ках, если я попадаю не в топе, ну, 3 десятки, да? Надо максимально помогать своему топу, потому что, помогая своему союзнику, я могу выиграть катку. Потому что победа, она у нас общая, как бы. И... чем союзник живее, тем у нас шансов, как бы, будет много на победу. Нежели суперконь умрет, а я останусь жив, как бы. Так. У нас как бы слив. Походу. Так, ВЗшка. Давайте его как-нибудь убивать, что ли. Е5. Можно его как-то убивать. Не-не-не, ну там Шкода. Это опасно, оказывается. Так, я прячусь от врага. Лёва молодец. О, все. Нам конец. Остается только сводиться. Лёва, не мешай, пожалуйста. Слышишь, ты что там притих, не командуешь? Пацаны ждать устали. Надо было сводиться, а Лёва мне помешал. И я потерял свою сводку. Вот так вот. Люди мешают. Давайте листа. Давайте на нее. Бабандораба.
Так, ну ладно. Так, что у нас? Опять же у нас десятки. У нас десятки есть 100, 121 и гриль. Значит, что? Что я делаю? Я максимально попытаюсь помочь своему СТ 121. Потому что я играть 60 ТП никак не могу. Разве что в спину или в бока. Это в конце. Не толпись, разбежались быренько. Этот дебил. 121, да? Он ехал на линию ТТ. Такой вот смертник. Ну, может, наоборот, скилловый человек. Если он так делает, и 121 ихний, да, приезжает вот сюда, то у них преимущество какое-то будет. Потому что наш топ поехал вот туда. У нас есть ПТ. Они как-то стоят все вместе. Шарьотер тоже ведет себя как-то, не знаю. Вот умер. Но нам придется просто подождать. Других вариантов я не вижу. Мне не надо светить. Потому что я умру. У них 44-ка там поехала, и 3, КВ-4. Может через центр поиграть? Так тоже можно, да. Е50 едет. Так. Шкода, не выходи. Дебил, не выходи, а у них... Что ты делаешь, дебил? Жадный, да? Но он все равно не успел бы выдать урон вот Е50. А он вот так вот делает глупость. Не, ну я не понял. Шкода, пожалуйста, так не выходи, а. Что ты делаешь? Что ты делаешь, дебил? Кусок говна, ты это не увидишь. Что за дебил играет на Шкоде? Я, короче, убегаю отсюда. Ну, ихняя десятка приехала, все. По поведению Шкоды я понял, что он дебил. Притом самый жесткий дебил. Поэтому я убегаю. Пускай он умрет сам один, нежели чем со мной. Мне уже как бы играть на урон только надо. Тут уже как бы слив. Ну, все просрали. У них есть арта, которая будет мешать. Вот, ёбра надо поймать. Вали актив! Ёбр умер, это хорошо. Так, а Шкода остался жив, и он убил. Да ладно. Беру свои слова обратно, потому что он убил как бы настоящую угрозу. Е50 походу удрал, поэтому я уже могу помочь Шкоде, потому что у него долгая КД, и я должен Да вы нас не уважаете! максимально ему помогать. Все, я ему помог. Спасибо, он мне, правда, не скажет, потому что... Пустили быков на фарш. Он мне спасибо не скажет. Это что, Да такой ладно. прикол типа, да? Можно вот так вот. Я даю ему в каток, и надо держать его максимально на катке. Вали!
Или можно вот так вот убить. Да я тебя сейчас в бушлат деревянный одену, сука! Мне кажется, я сделал правильный выбор. Если бы я не поехал ему помогать, то Шкода, скорее всего, могла просто умереть. А мне команда нужна. СТРВ зря приехала сюда. Там у них фоч. Пишу своим людям. Информацию всегда надо дать, потому что как бы мы можем отыгрывать с этой позиции. Так, 60 ТП. Ну, я же сказал, что СТРВ глупенький. Зря он приехал. Как бы и мы его не звали. Теперь фоч сюда стоит. Иисус сюда. Угу. Е50 тут. Гриль. Гриль не светился. Может он там... Хотя... Гриль походу здесь. Или там вместе с фочом стоит. Давайте пока не поедем, потому что... Одна ошибка, и я ошибся. Я могу просто умереть. Впустую. Знаете что? Мне надо убить вот этого 60 ТП. Сейчас уже я могу ему в спину залезть и убить. А он умер. Так, Е50. Е50 это зло. Ну, Фоча и Гриля мы можем как-то с умом, если будем играть. Жалко, что арту там не убили. Оказывается, арта у них или тут, или даже поехал вот сюда, наверное. Вот он. Если умрет арта, то у нас практически будет шанс на победу. Побольше шансов на победу. Угу. Держим его в свете, потому что артовод наш должен помогать. Слышь, может ты дебил? Фоч и Гриль мне не представляют никаких угроз, потому что у меня тут домик. Хотя Гриль, если стоит где-то тут, то все. Давайте я лучше подожду, что будут делать мой. Гриль вон там, Ису там, Фоч там. Так, мы можем тогда, что? Думай быстрее. Да, можем убить его. Максимально быстро надо это делать. Да, пожалуйста, ты это самое. Теперь мой выход. У 277 КД долгое. Как я знал. Нет, сначала вот этого. Нет, не надо. О, сейчас Фоч. На, козлина! Фоч почему-то не стреляет, значит он тут стоит, как бы смотрит. А, блин! Ты играть не умеешь. Надо было подумать, прежде чем стрелять. Хе-хе, пустили быков на фарш. Если показывает, где стоит Фоч. Хотя я уже 3 часа назад показывал им, где стоит Фоч. Теперь нам надо светить сначала Фоча. И поставить его на каток. Пока Гриль там стоит, мы должны разобрать Фоча. Вот он. Светится, и я через горку должен ему помочь. И максимально быстро. Могу вот так помочь, но... Там Гриль? Нет. Я должен устранить Гриля сначала. Вот так вот. Ага. Сейчас я дам им свет. Гриль меня не убьет, скорее всего, если не попадет в БК. Огнетушитель, если что, у меня есть. Это что, такой прикол? Я не знаю, типа, куда да? я попал, но... Ну, безуронный бой такой вот, да? Но я сыграл максимально эффективно. В смысле, я сохранил свое ХП и так просто зря не слился.
Ну вот, я в топ-3 по опыту, потому что... У меня даже 3 фрага есть, да-да-да. Я помогал, когда надо помогать, и так далее, и так далее, и так далее. Я удирал, когда надо удирать. Вот такой вот человек. Так, давайте посмотрим на этого чувачка на 121. У меня сколько там? Ну, я просто так не сливаюсь, поэтому у меня 72% побед из 11 боев. Так должно быть. А, нет. У него 53% побед. Ясненько, ясненько. Ну, он решил тогда с тяжами поиграть. Давайте еще. Так. Лайки ставим, ребята. Погнали дальше. Так, я тут в топе. В топе. Так, очень много. Можно даже, знаете что? Тут можно даже убить Тайгера Пи и Салио. И просто... давай я помогу тяжам. Если что, я быстро должен вернуться назад. Буркалы на темечко, зырить в оба. Главное Все набегут. не попадать под этот танк Су-152. Он опасен. Поэтому наглеть не надо. Мне кажется, я могу поймать. Так, ну-ка. Заборики, конечно, мешают. У меня... А, нет, не мешают. У меня... А, блин, ну... Еще приходит. Вот он. А, блин, убери пушку. Союзная пушка мне помешала. Короче, полная фигня. По-моему, Да. кто-то нас спасет. Надо назад. Но... Я могу так сделать. Не-не-не, ренегат уже смотрит на меня. Он уже почуял. Я даю ему урон. Нахрен! Откатываюсь назад. И тут меня ждет АИ. Смешно прям не могу. Ой, это плохо. Ага, Это очень плохо. Получили терпилы. Давай, Где давай. ты вообще увяз? Нас тут сейчас кончат. Это неплохо. Я Всё, его пока должен нам забрать. дебихи не вывалили. Амбец Нет. вам, падлы! Пожалуйста, забери его, пожалуйста, красавчик. Ты красавчик, но у нас Интурион. Смотрим назад сразу. Почему-то я не дал ему урон. Мы тут уже, блин, запарили. Что-то пошло не так, как говорится. Козлина! Этот умирает, прекрасно. Ему не прекрасно, а мне прекрасно, потому что у меня есть броня, как бы. Нет. Ну, странный бой. Закопаем вас, сучье! Отпетушу нахрен, понял? Так, что я должен делать?
В такой ситуации мне надо убегать своим парням. Но можно этого и убивать, на самом деле. Ты чё, Баклан, эффективный? Угу. У ренегата слишком много хп. Он просто может... Мне нужна броня, поэтому я приехал Не сюда. мандражой, пацаны! Но Где ты вообще увяз? Нас тут сейчас кончат! вот так я Хватайте стою. маслины, суки! Но нет. Я хотел сыграть с памятника, потому что памятник как бы... Блин, но он маленький, оказывается. С той стороны... Если бы этот танк умер вот здесь, было бы прекрасно. Но я все-таки сделал все, что мог. Или надо было удирать заранее. Вот эти люди выиграют или нет, я не знаю. Давайте... Захват! Ну зачем выходишь-то, Тайгер? Дебил, говно! Ну он дебил, просто... Тупой человек. Тайгер, судя. Они могли просто проиграть. Им повезло, ну, нашим повезло, что враги оказались тупее. Тупой и еще тупее, как бы сказать. В таких случаях надо максимально захватывать, а не тупить. Бортами выезжать и пытаться нанести урон. Вдруг БК или что? Вдруг в бак попадут. Вот так вот. Вот. Мощности двигателя. Блин. Так, 8. Это хорошо. Ну, жалко, конечно, что я умер. Можно было вовремя улизнуть. И выдать где-то 3К урона, 3-4К. Калибан, Альпинтайги, Бизон, Тебар, и 6 пар, Кимбарюна, Борщ и так далее, и так далее, и так далее. Ну, главное, что победу идут, как бы, поэтому все нормально. Если есть победы, то... Жаловаться не на что. Тю-тю-тю. Сейчас я должен молиться, чтобы наши тяжи были как бы... более... эффективным. Вот так вот. Тут вообще все изменили, оказывается, да? Это когда у нас так? Угу. Значит так. У нас карту поменяли. Когда поменяли, я не знаю почему. Потому что я в основном играю на ТТ. И играю вот здесь. А тут нормально так. Это изменение мне почему-то нравится. Урою нах, секельдявый! Алтовода надо убивать. У меня пушка не опускается. К сожалению. И смотрит на меня этот
Так. Там сушка смотрит. Су-130. Блин. На другом танке я бы давно убил бы этого елочку. Убил бы? Ну, конечно, убил бы. Так, а тут у нас... Здорово. Хайка катки. Здорово, как бегин электричество. Топор 25. Спасибо. У нас одни победы. Ну, 70 с чем-то процентов. Победами у нас все нормально, как бы. Ну ты там не болей. Спасибо за огроменный донатик. И это самое. Что можно сказать? Супчик не приготовил, да? Таких сложняков Надо я вообще супчик не пить. припомню. Когда... Опа. Так. Ну тут у меня как бы у Вена нету. Блин, что-то. Кстати, я передал твой большой привет комбату. От комбата. Но он сказал, что ты комбат. Как бы. Комбатта не kadar da индирида. Блин. Надо было сразу... Ну вот наши тяжи, они как бы проиграли. Из-за этого у нас сейчас начнется проблема. Хотя они все равно базу брать не будут. Почему-то я в это верю. Они приедут за мной. Давайте сыграть. У нас же как бы... На дамаг как бы играем. Ну на СТ я не знаю, как играть на этой карте. И карту поменяли. То, что карту поменяли, тоже как-то... Лови пилюлю, фраер. Не, мы спокойно могли вот тут стоять, но единственная проблема в том, что я изначально сказал, что я не знаю, что у нас за тяжики. Уберите это мурло от меня! И то, что арта играет по мне, это плохо. Я попытаюсь увидеть Тайгера. А, я могу вот так, оказывается. Я же не знаю. Нормально. О, нет, мы можем затащить, ребята. У нас все прекрасно пока что. Главное, Скорпиона как бы надо защитить. Вот этих долбариков. Они начинают наглеть. Оба! Конкретная Айдайм басуха. Баска 5 АМИ перебитая Тирилердер. Айдан баскаға ме перебетті тирелдер. Хорошо, топор, мақтау ұлғанлыған. Непременно, конечно. Улхана дем гнам баран. У меня тут проблемы. На тебе. На, сука, А давай я яблочко! постараюсь танкануть его как-то. Поймал маслину. Сейчас арта забирает меня. Арта меня забирает. Надо на каток его Пацаны, поставить щеми и... фраеров! Надо сделать так, чтобы Бурас помог мне. Но... Ну, Бурас такой, блядь, долговялый или что, не знаю.
Давай посмотрим. Мне все-таки интересен этот бой. О, они все шотные. У нас есть шанс. Этот бурак может... Этому надо следует это как бы выживать. Ну, Где ты вообще зачем ты так увяз? делаешь? Нас тут щас О, кончат. красавчик. Ну, просто ему повезло. Просто повезло. Не то, что Ну он чё красавчик. Все, погудели. Где ты О, вообще второй увяз? раз Нас тут щас повезло. кончат. Ага, смешно прям не могу. Ай, Ша, пока нам бебехи не вывалили. бедный борщ. Убегай, убегай, убегай! Угу. Так, топор Эдди айдан баскаға мен прибетті тирердер дебит. Хорошо, хорошо, бәхет тирдем. Айдан баскаға ден... Сәп, понятно. Жорой гыжы да. Жорой баска ден да. Айдақту. Ну, я не знаю, что происходит. Ну... Блять! Бля, это пиздец тупой человек. Ёп, смотрите. Ну хотя бы так. Сладись. О. Вот красавчик. Блин, просто. Блин. Я волновался за этого бураска, за шотного. Он просто какой-то, не знаю. У меня депрессия, чуть инфаркт не случился. Ну вот 49%. Ему как бы... Ну ему жестко повезло просто. Смотрите, у него на 2.77, там 1500 урона. На Яге 1100. Ну, понимаете, да? Ну, я сразу понял, потому как он себя ведет в бою. Он даже мог, этот человек, если бы он был нормальным человеком, он сразу мог мне помочь. Как бы. На изи просто. Мы бы с ним рассчитали бы Прогетто, хотя он и был фуловым, но мы бы его на изи рассчитали бы. Вот топор у нас... Из 13 боев у нас 76% побед. Мы играем на восьмерках. Как бы. Как бы такое. Спасибо тебе за поддержку. Вот просто... Ну вы поняли, да? Да. Давайте на колебания еще что ли. Давайте на... Давай на колебания. Хотя сейчас уже десятки будут. Я вот не умею играть на СТРВ. Можно, кстати, попробовать. Может, надо это или не надо. Может, кому-то надо. Это сигнал ронду. Конечно, из 13 боев только 3 поражения. Ту-ту-ту. Опять слишком долго. Ну, блин. Я вот
Ребята, я не умею играть на шведских ПТ. Потому что я места не знаю, где стоять, что стоять, как надо стоять и так далее, и так далее. Вот сейчас я могу вот тут стоять, да, простоять вот тут могу. Но не факт, что по блайну могут мне в ебальник Бегом! кинуть Мочим гондурасов! снаряд из стали. Или из чего там делают снаряд, я не знаю. Могу стоять вот здесь, могу стоять где-то вот тут, могу стоять... А, кстати, могу еще стоять вот как-то... Вот так делали люди. Охуенные люди вот так делали. И стояли они вот так. Блин, заранее бы... Я потерял тайминг, но все-таки одну тычку я успел дать. Блин. Давай. Ну все, я это самое. Тут уже не вариант. Походу, да. Ну, батчат как-то странно стоит. Или он скилловый, или наоборот тупит. Ну, он что-то знает. Он что-то знает. Он же там не заблудился. Он просто стоит, значит, что-то он знает. Я вот не ЛТ-вот, поэтому не знаю, как играть на ЛТ и так далее, и так далее. На ПТ тоже я не знаю. Потому что, когда играешь в кустовом режиме, ну, нужно знать места. А этого у меня нет. Нет, и не было. Ладно, попробуем тут. Это опасно. Это, конечно, опасно, но... А, у меня рога есть. Стереотруба. И маскировочка. Мне надо молиться на то, чтобы мои тяжи как бы там отыграли на победу. Слушай, я нервный. Что ты тут из себя Но рыбу маскировочка хочешь? работает. Но все-таки он как-то приезжает, да? Более-менее приезжает этот человек. Блин. Надо чутка вот так вот в куст стать. Вдруг он залетит вот сюда и меня увидит. Тогда... Сука! На лету! Смотрю, сижу, смотрю, как там какая-то ракета. Я думаю, что сегодня какая дата? Ракету запускают, что ли? Что там? Что за ракета? Сегодня что, это самое... Ракетный день, что ли? И это так, смотрю, там на календаре быстренько... Там пролистал немножечко, так. Сегодня день космонавтики, что ли? Нет, не день космонавтики. Тогда что это так? Как ракета летит? Думаю, смотрю, бинокль взял так, вот посмотрел, давай еще поближе, вот, очки надел и все такое. Вот так смотрю, очки протираю, смотрю, оказывается, там танк! Возомнил себя ракетой. Гандон. Ну и что мне оставалось делать? Убивать? Не надо юлить ракетами своими. Я уже чувствую, что это вы его отправили. Хотели отправить на космос. У вас какая-то экспедиция космическая или что? Долго думаю, что там летит, что за самолет, что ли? Но самолет же так не летает. Они вот так как-то горизонтально летают, да? Главное, при себе надо держать календарный блокнот, чтобы быть в курсе. Космический день или что? День космонавтики, день полета ракет и так далее, и так далее.
Смешно прям не могу. Так. Так, у меня Су-101. Найген на 9. Эти СЛ нормально. СЛ? Что за СЛ? Ну, походу, у нас там... Что-то нас было там много. Уже стало их поменьше. Значит, наши там проигрывают, что ли? Ну, пускай проигрывают. В смысле, пускай проиграют. Я их встречу вот отсюда. Если что. Ну, единственный человек, который нам мешает, единственный танк, это Альтпрото MX-30. Его как-то надо... Блин. Ну, если что, тут у нас ПТ стоит, и я думаю, он тоже следит за ним, за его здоровьем, за его поведением, так сказать. Одно неверное движение, и все. Он как бы труп. А мне в это время надо... Все, уезжаем. Потому что тут Стоялова, Альтпрото не будет. Он, походу, что-то знает. Зачем наблюдать за Альтпрото, если он все равно ошибки не будет? Он уже 3 или 4 минуты не делает никаких ошибок. Значит, я что? Значит, я теряю свое драгоценное время. Хотя могу вот отсюда, кстати. Но тот же Су-101 может мне помешать моему плану. Вот. Как-то так. Но нет. Тут тоже это так не работает. Давайте вот так. Встаем вот сюда. И подловим вот Су-101. Главное, чтобы он меня не засветил по рентгену. Но у меня сзади я могу убить тигра, да? Получается. Ну давай, езжай. Су-101. Мне надо своим как-то помогать. Или выехать. Ну там у нас нормально. Пока что. Единственное, что меня беспокоит, это Шпрот. Он может приехать вот сюда. Вот единственная проблема, она и приехала. Не мандражой, пацаны. Потом ко мне выходит Су-101. Давайте, Прогетто, помогите, пожалуйста. Кушай яблочко, сука! Все, я труп. Короче, полная фигня. По-моему, кто-то Нет, нас я не преследует. труп. Вали, вали У меня его! есть шанс. Я думаю, мое КД быстрее, чем у него. Но это не точно. Одна ошибка я... Блин, ну Прогетто, почему ты так долго спишь? А, ВЗшка, молодец, красавчик. Не, ну все равно. Все нормально. Мне этот помог, да? Ты 103 помог. Он убрал вот эту Су-101. Ну я так и знал, что Шпрот приедет вот сюда. Но он не дурачок, оказывается. Был бы дурачком, он долго бы стоял вот сюда, пока к ним сами не подъедут. Но все-таки нормально. В такой карте это... Я сделал все, что требовалось от меня, и у нас опять же победа. Когда мы делаем то, что от нас надо, мы всегда побеждаем, да? Как бы. Был бы я на тяжике, то давно победили бы. Тут перестреляли бы всех. Сказали бы это самое. Подняли бы флаг, Зохан здесь, всем конец. И все нормально было бы. Но поскольку я играл на СТРВ, а я, как и уже второй раз говорю, я не умею играть на ПТ. Тем более такой вот осадный танк. Но ничего, зато победа. 14 боев сейчас у нас и как бы 11 побед будет.
Отун детализациясын ланка якын мәһәддәп пәкин да, тотон камсы турар. Мен на низкое ставлю, чтобы не отвлекало. А, нет, зачем? Одна ошибка и ты ошибся. Так, это кто у нас? Что за замечательный человек? Это Миха! Это Миха! Красавчик! Спасибо тебе, Миха! Большое спасибо тебе, большое тебе спасибо. Махталлахаллаха. А чё без слов? Хотя бы сказал там с наступающим Новым годом. За победки. Ну, написал бы. Хотя не важно. Главное, я уже ощутил как бы твою поддержку. Поддержка-то есть. Чё, еще я жалуюсь, что ли? Почему нет письма? Что за я дерьмо? Что за я ублюдок? Если так говорю. Это не я говорил, это ты 9. Все, я молчу, Миха. Спасибо. Ну вот, 14 боев, 11 побед. И это я соло играю, ребята. Это хорошо. Это хорошо. Это хорошо. Пем-пем-пем. Пем-пем-пем-пем-пем-пем. Надо на И7 сделать 1000 боев и сделать 60% побед. Угу. Угу. И на вазике, вот это где у нас? Моя цель, да? На ушке на вторую метку надо играть, как бы. И на... Где этот гребаный ВЗ? Куда он пропал-то? Ну да, тут надо сердуху поднять до 3200 хотя бы. Надо бы 3500, но... По-моему, у меня скилла не хватает, чтобы сделать 3500. Ну, может потом. Ну, из 107 боев у меня 3К сердухи, это мало, конечно. 300 хотя бы, да? Как бы. Но по опыту нормально, 953 опыта и 54 всего лишь побед, да? Ну, пускай так и будет. Лично я не жалуюсь. Давайте сейчас глянем на Прогетто. А, давайте на новых танках. Ну, там заказывайте. 8 левелас. 8 уровней. Давайте, короче, заказываем, ребята. Куджахти леганте дуды. Девятер. Йох, заказывает Йох у нас. У нас заказали Йох. Давайте посмотрим на Йох. А, нет, сначала посмотрим. Так. Евгений. Ну, Евгений заказал. Это значит будет поражение. Первое поражение. Я слежу за тобой. Евгений. Не, ну... Десятки! Евгений! Евгений любит делать нам больно. Танцуй, пока молодой мальчик. Танцуй, пока молодой. Зохан. Киддяхтуах десанатын? Кидзах тухтигнатнди. Ну, да, это плохо, конечно. Что я могу... Ну... Мне особо без разницы, что там говорят и так далее, и так далее. Ну, в смысле, тухтигных пунктов... Это плохо, конечно. Конечно, плохо. Ну, парень-то молодой, поэтому... Как бы... Он хочет, что... Кириргина Аучуи, Санатан Санадион Калын каналы поддержка Лылара. Молодостар поддержка Лыруота. Так, сейчас прочту. А у меня десятки, надо это прочесть. Потому что я особо сразу агрессивно играть не буду. Хотя надо подловить Иса третьего. А, куда? Ага. Все.
Так, читаю донат. Закрываю игру. Так, что там у нас? Көрген аға чөй саңаттан саңа жон келен каналы поддержкалылары онлық шок. Мақтал болуқтын еқа малдестер поддержкалылар олтыр. Феска киджак тух технатын этигым эппеттигым бой кентен хеп. Шок кеме пипылак. Хити топоры пипылак. Топор киджик, кстати, топор вообще... Я в шоке от этого человека. Я даже не знаю, кто это за человек, но охуенный человек. Эмске багайбу аспеки кален эмске мутавонну бу. Аска за один стрим, даже за один стрим он задонатил нам 4000. Это большая, огроменная сумма на самом-то деле. Не каждому так дано. Ну вот видите, я тоже очень рад, когда появляются вот такие люди, поддерживающие канал. Ну, дело не в донате, конечно. В донате тоже, но все-таки он же сказал, что если он донатит столько денег, то это получается, что канал ему понравился. Если человеку нравится твое творчество, конечно, это очень хорошо. Это очень хорошо и очень-очень приятно. На тебе. Бычара, ты труп! Вот Шока, ты привет понял? тебе. А ну, чики-брики в дамке! А я и не понял. Что-то смотрю, да, на 277 смотрю, а тут какой-то силуэт, короче, там туда-сюда бегает. Я говорю, что за дерьмо, кто там едет и так далее. Я думал, автобус, то ли, смотрю, там 15-й автобус, или там 5-ка, или 7-ка, или 18-й, я не знаю. Смотрю, то ли автобус, что ли, или, ну, вроде вот, да. И тут знак, короче, знак и так далее, знак дороги, да. Потом нормально смотрю, а там оказывается танк! Притом противный, противный танк. Ублюдок. Ёпасмат. Это... И что мне оставалось делать? Конечно же, убивать его. Ну ты загадочный. Ну, я загадочный. Теперь можно... Кстати, да. Теперь можно вот сюда вот поехать, потому что он отвлекся вот в эту сторону. И он сейчас попытается удрать от ИСа-4, потому что ему нечего там противопоставить ИСу-4. И мы тут его поймаем, но поймает Калибан, а я могу его вот так вот. Это несправедливо, но вот так вот делаю. Извиняюсь, Калибан, но как бы я плохой человек. Танцуй пока молодой мальчик. Танцуй пока Бедный Калибан, молодой. конечно, так не делайте, но... Дюлустан Алексеевы Тарабутку Нунын и Тити Кистин. Ника 5 РДЛ. Бардо. Нор. Сейчас я прочту после боя. Отвечу там. Лови отвальную, фраер. Угу. У меня урона нету, но победа. Евгений красавчик. Он знал, что тут будет победный бой. Падлы! Ишь ты маленький говнюк. Ой.
Не туда я стрельну. Что это? Что за дерьмо? Або, яга. О, я Урою попал. нах, Как же мне секирдявый! повезло. Просто мне повезло, ребят. Но я неправильно сделал, но бедный Калибан. Ну, у меня как бы стрим идет, и поэтому я хотел вам показать огромный урон. И поэтому я вытолкнул вот этого Калибана. Хотя он сводился. Если бы не было бы стрима, я бы так не сделал. Хотя кто знает, кто знает. Я этого не говорил, как бы. Ну давайте сделаем вид, что я порядочный человек. Ладно, перемотаем вперед. Это мы удаляем, отрезаем. Фрагмент мы отрезаем и выбрасываем в мусорку. Так, вы ничего не видели? Тихо. Я не такой, я не такой. Так. Юстан Алексей Вутаров коммунитистин ник агадела бордон нор дебиттер. Юстан Алексеевка бүгүнгү лекес. Мактабоктун лекес Юстан Алексеева бүгүнгү ити төрөбү көңүнөн үрүлак төрөбү көңүнөн эйке итистин эгерде болуктун доробай бол, жоллок бол, ыты жербак качылак бол, элбак табартырдак бол. Ну, не то что элбак да. Чугас доотторун аксандар хингирдик өстө элбетин деп каяп колура. Вот оны боллана туктик кайбы. Жекергеннак боллакына. Жекергенгер өйдө. Вот. Жекергенин хок боллагына шуба кыз булаган. Вот. Онтан кыстак боллакына гынан барныл боллик боллакына туктик кайбы. Гыл болалик боллакына оны кыстак боллакына тан тапталгыт Юренистин, нормально все будет. Чуйба боллун, бартетенге боллун. Вот. Оны болланытан. Дорубияны. Самое главное, эйха Жулстан Алексеев. Мен багырем это Дорубияны. Дорубиян бар боллана. Барты шуй болуа. Онытан ханан коту бартан. Ханан коту туу багар быккынан. Олуккон оларанис. Барты хатаннын, барты кери болду. Вот так вот. Happy birthday to you. Так, шок, көрген хачу тахтаманы. Киджа тухтенатын. Про Киджу что могу сказать? Про Киджу я ничего не могу сказать, потому что зачем? Ну это же хайп, ребята. Как бы она закончится. Было же время, когда Киджа говорил, что якуты вы сюгуляр и так далее, и так далее. Ну, да, человек тогда был сильно пьяный и так далее, да. Потом что у него? Потом, что он там сказал? Ну, я особо не слежу за новостями, да, но Радиверги Кордимета, да, он вроде бы сказал, что из Якутии моя песня как бы... что он сказал? Что-то типа из Якутии нет нормальных певцов, что ли, или что. Ну, что-то такое сказал, что он, короче, первоклассный и так далее, и так далее, и так далее. И что в Россию он добился больше, чем остальные, и так далее, и так далее. И что... Ну, я даже не помню, что он сказал. Ну, что-то такое. Что-то там, короче, я жесткий, короче. Насчет этого, да, есть люди, которые это к себе жестко лунарский, которые сильно вот что-то сразу, блин, он так сказал, он про нас, что ли, про наших певцов, или певцы даже это самое, про нас, что ли, он говорит. А мне вообще по барабану, что говорит Киджа, потому что человек все-таки хайповый, поэтому я не знаю, может он специально так делает, может даже, если даже не специально так делает, то я не думаю, что после этого его будут уважать в своем коллективе, потому что мы же певцы как бы, и когда будут концерты, у него будут какие-то проблемы.
Некоторые даже, может быть, руку не пожмут и так далее, что будет как-то нехорошо, да? Все-таки он зря это сказал, могу сказать. Но, как я вам говорил, он тут человек молодой. Ну, ему надо расти, расти и расти. С творчеством-то у него все в порядке. Вот именно вот эта песня мне очень понравилась. Вот хотой том хотой. Остальные, но барда, барда, барда и так далее, мне не нравится. Мне вообще не нравятся такие песни. А вот хотой том хотой, вот это вообще песня на века, можно сказать. Потому что это там музыка приятная и все такое, все такое. Но как человек, может, он зазвездился. Я помню один момент, когда мы с Киджой, мы вообще, знаете что, мы познакомились с ним в Верхневилюйске. Мы с ним бухали, вот так вот. Ну, я со своими пацанами бухал. Это было давно, вообще давно, когда он даже не выступал. 10 или даже больше лет тому назад. Мы, короче, бухали. Было лето, я был с гитарой и так далее. Мои пацаны и он с Вилюйска как бы приезжий был. Мы бухали, короче, бухали и, короче, все ушли, а мы с Киджой, мы остались одни и всю ночь как бы почти до утра бухали, да? Ну, пивка там попили, водочку, я не помню даже, что мы пили. Вот так вот, мы там познакомились, но я об этом забыл. Потом Киджа уже после того, как стал певцом, он мне об этом напомнил. При встрече он мне сказал: ты что, Джулстан, ты не помнишь меня, что ли? Я вот думал, что за Киджа, что за человек? Я-то его не знал, как бы. Потом когда он напомнил мне об этом, короче, когда мы с ним в Верхневилюйске, короче, вдвоем остались и до утра как бы бухали. Может, втроем даже, да? Ага. Я это вспомнил. Ну, отчасти, да, как бы частичка памяти мне как бы вернулась. Иногда же бывает, когда напоминает, ты уже вот так говоришь, да, вот так вот было. И после этого, короче, ну давай, как бы все нормально и так далее. Но был момент, когда я сказал ему, ну, это уже после этого. Был момент, когда короче, мы с друзьями, короче, у нас шашлыки были и так далее. Столько-то певцов было, короче, мы все собрались, ну, там, эстрадные, как бы, компания, да. И я ему сказал при всех: давай, короче, сфотаться, давай, братан, давай сфоткаемся. А он мне просто отказался в этом. Тогда мне стало как-то нехорошо. Я начал ему, как бы, ну, предъявлять, что ли, что, я не помню, я пьяненький был, ну, и он тоже, ну, мы все как-то отдыхали, ну, шашлыки и так далее, да, давайте будем честны. И я сказал ему, что это самое, так нельзя делать, ты что тут такого, чтобы со мной сфотаться вместе? В чем проблема, брат? Что за дела? Что за дичь ты творишь? Давай один на один, раз на раз. И, короче, раз на раз он как бы не вышел. Потом потом, ну, никто ничего не сказал, просто все смотрели, стояли. Я начал предъявлять, потом мы с ним поехали подальше, ну, чтобы никто не слышал. И там нормально, уже там нормально поговорили. Ну, он что-то недопонял или что. Но когда я уже был злым, он уже все понял. Мы зашли обратно в дом, потом уже мы сфоткались как бы. И мораль такова: почему он сразу не сфоткался со мной? Вот что это за звездная болезнь или что, я не знаю. Что плохого в том, чтобы сфоткаться вот со знакомым тебе человеком? Вот, например, если бы он сказал мне сфоткаться, мы вместе вот сидим, бухаем, да? Если бы он сказал: давай, Джулстан, давай сфоткаемся, братан, то я бы не отказался бы. Я бы сказал: давай, конечно. Конечно, брат. И так далее. А он отказался. И тогда я понял, что у человека есть некая какая-то звездная болезнь.
Это явление, как бы, да? Мгм. И после этого просто я забил на него. Ну, человек как человек. Но потом я уже начал следить за его творчеством. Ну, когда он выступал под песней «Хотойton Хотой», когда я это видел, я чуть было, я сам не стал фанатом этого человека, как бы, да? Нет, нормально выступает и так далее, все нормально. Ну, у него там, не знаю, с головами что-то не дружит. У него какой-то призрак сидит вот у человека, да, в душе. Может, где-то есть и хороший человек, но при этом есть и плохой человек, как бы Абагалах Игорь, есть призрак. Надо над этим надо поработать. И то, что он сказал, что с певцами что-то там, вы это самое, вы не такие, как я, и так далее, и так далее. Ну, человек любит себя. А за что я могу что-то осуждать этого человека? Я не знаю, я не Бог. И мы не боги. Просто если кому-то не нравится то, что он сказал, он может просто отписаться от него или вообще не слушать его песни и так далее, и так далее. Но не стоит из-за этого делать какой-то конфликт. Если я его встречу, я все равно ему, например, пожму руку. Почему? Он мой знакомый человек. И то, что он сказал, это лично его проблемы, а не мои проблемы. Если даже он бы сказал про меня такое, лично, вот, Дюлстан, вот ты такой, а я вот ты такой, я бы сказал, да, ты прав. Ты во всем прав. Потому что, да, он в России как бы более ордуктук стадии, чем остальные, да? Но при том это не его, как можно сказать, это не его одно достижение, потому что там уже над ним работали Нургияна Яковлева, NY, она продюсер, и у нее связи и так далее, и она работала с заводами. Завод, знаете, да, вот Lil D и так далее, маленькая девушка и танцующая. Lil D, барбилерни, да? И она уже знакома с работой. Она Lil D, когда она была продюсером Lil D, Lil D тоже по всему, даже по Америке они объезжали и так далее, и так далее, и так далее. И то, что возможность Киджи, это было не то, что там в России его там услышали где-то песни, и давай его начнем крутить и так далее, и так далее. Нет, это работа Нургияны Яковлевой. Если бы с таким же макаром Нургияна Яковлева взялась за нашего Алексея Егорова Эркена, например, Эркен тоже был бы, в России бы тоже был бы вообще супер классным певцом. Вообще, Алексей Егоров Эркен. И вы его голос знаете. Знаете почему? Потому что у некоторых певцов есть возможности, а у некоторых нету возможности просто, понимаете? Если как люди узнают про какого-то певца, если они об этом вообще не знают. Поэтому для продвижения нужен продюсер, охуенный продюсер, который будет продвигать, чтобы все узнавали, чтобы его на какой-то телеканал отправлять и так далее, и так далее, и так далее. Так что достижение Киджи, если бы не Нургияна Яковлева и так далее, и так далее, и так далее, он бы остался тут в городе, и он бы с нами пел и выступал бы, и все, никуда дальше бы он не поехал. Так что не стоит вот так вот высказываться насчет своего достижения, как вот это говорит лично я сам говорит, это неправильно, потому что там работала целая команда. Те же его, кто его одевает и так далее, это команда, это работа клипмейкеров и так далее, но оказывается он неблагодарен. И то, что даже родной брат Фиесты, Милен, да, он, когда Киджа вообще был на улице, Милен, он помогал ему, он помогал ему продвигаться, изначально.
я обладаю такой информацией, но точно это не точно не знаю, но все-таки человек должен всегда быть благодарен тем, кто ему помогал в нужное время. А он все это как бы обосрал и сказал, что лично это его личное как бы достижение. С этим я стал бы с ним спорить. Но в остальном у человека просто звездная болезнь. Человек молодой, у него там в душе какой-то призрак лежит. Ну, таким людям надо помогать, а не просто так отвергать и так далее, и так далее. Ему еще жить. Может, человек... кто вообще не делает ошибок в этой жизни? Я не знаю. Все мы когда-то ошибаемся. Конечно, сейчас уже Инстаграм и так далее, и так далее. Но думаю, если люди делают ошибки, то не стоит из-за этого делать какой-то хаос или какой-то бардак. Надо или не обращать внимания, или надо как-то помочь человеку, например. Я думаю, он одинокий человек. После такого, даже после того, что он сказал, он непременно будет каким-то одиноким. Ему было плохо, когда он сказал про якутов, что Сюгуляр и так далее, и так далее. Но история повторяется, это плохо. Это, конечно, плохо. Значит, надо, не знаю, поработать над собой, что ли. Или ему нужен замечательный друг, кто ему в этом поможет, кто откроет ему глаза. Не надо делать таких вещей. Не надо вот так вот. Так что... я не бог, чтобы осуждать таких людей. Так что... я думаю, что в какой-то момент он подумает и... Но есть люди, которые вообще никогда не думают, но я не думаю, что он настолько глуп. Может, ради хайпа, может, 100. Я не знаю. Это решать вам, дамы и господа. А мне пора играть. Не надо мне вот этими темами. И вообще, мне скоро 37. Я никого так особо не осуждаю, вот так вот, если честно. Я должен сосредоточиться на своей личной жизни. И я не судья, чтобы там, что он что-то сказал не так, или что-то не так, вот так, вот так, вот так. Чем я буду людей обсирать или там... не то что обсирать, а отвечать на такие вот запросы и так далее, тем я сам буду становиться таким же типичным человеком, как они, например. Просто надо закрывать глаза и жить дальше. Все. Это плохо? Это плохо. Все. И я уже забываю. Да. Поэтому дела обстоят вот такие вот. Ну давай, все, давай сменим тему. У нас как бы игровой канал. Что вы начинаете-то? Что вы это самое? Надо играть, ребят. Надо быть спокойными. Спокойно играть. Убивать, унижать, ограблять, вот здесь городишко и так далее, и так далее. Не надо тут а-ля-ля тополя. Да, Гамбо. Эркен кола же бы. Да, Эркен, да. Если бы продвигали, например, так же Киджу, как... так же, как Киджу Эркена, Алексея Егорова, да? То... было бы вообще можно. Начинаем херачить. Даже если бы он поехал на проект «Голос», то все равно было бы хорошо. Мальчик, танцуй пока молодой. Так что будьте добрее и танцуйте. Махтава Питиnevi. Атака Unreal Engine B. Угу, Махтал Феска, спасибо. Ну, каждому свое. У каждого любого певца есть свои определенные слушатели. Все равно
все, абсолютно все одного и того же певца не будут так сильно. Все равно найдутся те, это самое, кому это не нравится и так далее, и так далее. На то мы и певцы, что это самое, именно не для всех, а ну, каждому свое. Как бы кто-то любит рок-н-ролл, кто-то рэп, кто-то R&B. Поэтому и жизнь, она сама приятная. Нам же, мне вот, например, я люблю играть в танки, а кто-то не любит играть в танки. И так далее, и так далее, и так далее. Кто-то меня любит, а кто-то меня терпеть как не может. Вот так вот. Так и живем. Это жизнь, ребят. Надо быть спокойнее. Хаоса у нас и так полным-полно. Чем ты спокойнее в душе, тем спокойнее будет твоя жизнь. Не надо кого-то там обсирать или что-то там типа подобное, как бы не в игровом плане, а вообще жизненно, да? Ёханый бабай, ну терпеть не могу отморожить. Чем ты не отвлекаешься на такие высказывания и так далее, и так далее. Вообще, в Инстаграме я отписался от многих пабликов. Потому что в основном там хейтеры и так далее. В основном там даже новости такие вот неадекватные и так далее. И вместе с этим у меня уже начинается чувство, что все очень настолько плохо и так далее. Поэтому я в Инстаграме даже не копаюсь. В основном. Мое любимое дело это YouTube. Ща пощупаем. Жмурам-то оно уже все без мазы. А в Ютубе там все нормально, потому что там политика и так далее, там не разрешается. У тех каналов, на тех, у кого я подписан. Так что все нормально. Вообще надо жить позитивнее, мне кажется. Прощать. Не, я первый раз такого конченого вижу. Я вот людей прощаю. На самом деле, мне кажется, что все люди на самом деле хорошие. Ну, в большинстве случаев. Просто кому-то не хватает внимания. Кто-то на что-то обижен, на жизнь и так далее, и так далее. У нас-то разные жизни, понимаете? Поэтому Вали его! надо попытаться в людях видеть, смотреть на хорошее, нежели чем на плохое. Плохое делают все. Почти все. Ну, не все, конечно. Я тоже не ангел. У меня много жизненных ситуаций, где я ошибался. Очень-очень много раз я ошибался в этой жизни. По-моему, кто-то нас спасет. И почему-то люди мне помогали в этом, мои друзья. Сказали, вот ты не прав, надо поработать над тобой. Перестань делать вот это, вот это, вот это, вот этого. Да я тебя сейчас в бушлат деревянный одену, сука! Ага. Смешно прям не А могу. я умираю. Слышишь, ты в натуре меня напрягаешь. Я вот рассказываю и не понял про... Ладно, такое бывает. Все. Болтаю. Да, жестко не. Ну, тут без вариков. Это было. Так, есть еще это самый. Кто чемпион? Стас Флоу. Короче, сегодня ко мне в гости, приходили мои друзья. И Стас Флоу тоже приходил. Это самое. Мои друзья, двое друзей, да. Слава
Слава Попов, бывший чемпион. Как бы, да. Ну, это мы играем в UFC, да. И одного я побил, выиграл 10-1. Одного я тоже много раз побил. Раньше они меня просто избивали, да. Как бы. Но потом один, ну, бывший чемпион, который, ну, среди наших друзей, да, вот Стас Флоу тоже. Он пожаловался, он позвал вот Стаса Флоу, да. Он ему позвонил и сказал: выручай сюда, езжай, короче, тут Чуручан уже чемпионом становится. Он тут жесткий человек, короче, помогай, ты должен это отхерачить его и так далее, и так далее. А вот этот человек, Стас Флоу, так называемый Стас Флоу, певец, он говорит ему: так, слушай, кинемичарин беги, хайтер дыхпыт, блин, келем и так далее. Я беру нож, сейчас я приеду. Сейчас я лично к нему приеду и выбью ему все зубы и так далее, и так далее. Надерем ему зад, как бы сказал, да. А я вот ему говорю: нет, не приезжай, жена приезжает, короче, ты давай уходи, тут у нас дверь я открывать тебе не буду, господин Флоу. Ты должен писать песни, не тем ты занимаешься. Тебе надо, как бы, это самое, там, приготовить ужин или что, займись делами, смотреть сериалы и так далее. Не приезжай, меня дома нету. Попытался я ему сказать, а он: нет, да ладно, я уже еду. Че, обратно что ли? Я на такси еду и так далее, и так далее. Ну, я сегодня хотел, ну, я всегда проигрывал, да, поэтому, когда я сегодня ощутил себя чемпионом UFC, я хотел немножечко побыть чемпионом, да. Ну, пока что в данное время. Но на самом-то деле у нас чемпион Стас Флоу, оказывается. Не Слава Попов, а Стас. Как бы чемпион едет ко мне, да. Я ему трешток, я ему пишу: все, тебе кранты, тебе конец, молодой человек. Ты, молодой человек, ошибаешь. Как только ты зайдешь в дом, как только ты возьмешь вот этот джойстик, тебе конец, молодой человек. Твой титул уже мой. Чемпион тут один, и это я, как бы. Пишу, да, всякую дичь, а он говорит: твой трешток не работает против меня. Ах ты, так что это умалкивай. Все, титул будет, это самое, короче, я все равно стану чемпионом, еще чемпионом, да. А я вот, и потом он как бы звонит, да, все, я приехал. А, нет, он по WhatsApp пишет: все, я приехал, как бы говорит. А я говорю: не заходи, я все, дверь не открываю. Дверь не открой, говорю. Ну, как бы шучу. Потом открываю, он заходит. Мои друзья такие радостные сразу. Ха-ха-ха, я же их избивал. Поэтому они такие радостные. Вот сразу радостность, да, у них какая-то надежда. Как бы все, Чуручану конец. Флоу приехал, и все, разберем. Стас сейчас его разберет по полочкам. И у нас был бой на 2 победы. И потом бой, как только этот самый бой начался, он приезжает, такой вот здоровенный, огромный человек, приезжает, как бы смотрит на меня, такой с каким вот восхищенными глазами смотрит: что ты хотел стать чемпионом, вот он я. Он еще до боя, этот человек, молодой человек, написал мне: как только октагон закроется, тебе конец, ублюдок, написал. Вот октагон закрывает, а я как бы боюсь его и говорю: не закрывайте. Они пытаются выходить с октагона, а там заходи, все, замок, быстро сюда, охрана. И на замок закрывает, а я вот так стою, вот так вот: Стас, не бей меня, пожалуйста, не надо, говорю. А Стас такой: я чемпион, все, я UFC чемпион. Если бы был стрим по UFC, вы бы это увидели. Стас такой довольный, радостный, лицо такое, главное, радостное. И смеется, главное. Я думаю, что за Дед Мороз, что за... Сейчас же не 31 января, а там он смеется. Я думаю, что за Дед Мороз, что за клон, что Новый год уже, что ли? Так, дата какая? Смотрю на дату, а он мне
сразу начинает бить. А я вот тут. Что происходит? Что происходит? Судья, вы что не видели? Я же смотрел на календарь. Судья говорит, не-не-не-не-не. В октагон не заходят, там сказали, ну-ка убирай свой сотовый, говорят. Ну мне же не надо позвонить, говорю. Никакой жены, тут все, убирают мой сотовый. Кидают, сломали мой сотовый, это самое. Из-за Стаса Флоу, ты мне сотовый должен, кстати. Потом вот начинается вот рубка. А я-то в партии хорош, а он уже начинает по этажам работать, как бы кидает лоу-кики, потом халф-кики и так далее, и так далее. Работает и работает, потеет и потеет. И я вот держусь, таш, нормально держу. А потом, как бы, я так, как было? Потом вот начинается вот эта терка, там 2 раунда я держался, подходит 3-й раунд, а он устает, как бы устает. Но когда я его повалил, да, ну так было, я перевел его в партер 1 раз. Когда как других я практически в каждом бою так делал, да. Но с Стасом что-то не вышло. Я просто, ну у него радостное такое довольное лицо было. Ну вот. Думаю, скоро у нас, как бы, мы должны записать песню, и как бы думаю, если я ему, если я выиграю Стаса, то нашей песне конец, дуэту не быть. Так, значит что, надо подмазаться. И вот, начинаю я вот так подумал, и сразу вот так вот делаю, вот так, руки вот так вот делаю, и говорю, давай, бей-ка меня. Он такой радостно довольный, бач, ха-ха-ха, видишь, так. А я еще вот так стою, вот так делаю. Давай, бей, пам. Он меня как бы добивает, потом радостное лицо такое, о, я победил. Там наши друзья тоже радостные, о, Стас, ты красавчик, и так далее. Рады, все довольные. Я же тоже доволен, я дуэту уже быть как бы, скоро песни будем. Потом второй бой. Во втором бою я хорошо сыграл уже. По полочкам его разбирал. Вообще во втором бою на самом-то деле я его выигрывал. Но потом этот ублюдок попал мне как-то что-то я сделал не так, да? Вот ему жестко везет с лаки-панчами. Он, когда с другими им не везло, вот. Все нормально, вроде бы все нормально, и как-то он подловил. Вот хитрый человек, сразу по лицу я увидел, как сидит такой вот хитрое лицо, и вот еще, чтобы я не посмотрел на него как во время игры, он вот так вот делает. Смотрите. Вот так вот. Хитрый человек. Вот так вот делает. И садится вот так, и вот так играет. Вот так. Я говорю, ты нормально сядь со мной, ты играй нормально, говорю. А он, ты узнаешь мой секрет, говорит. И вот так вот играет, и вот так вот. Смотрит на этот телек и играет, не показывает, что он делает, да? Я тоже вот пытаюсь играть, разбиваю ему лицо, ну, соответственно, он тоже мне разбивает лицо, там по этажам гуляю, все такое. Но, блин, и один бац, удар, и, блин, я вообще не понял, мой человек просто наглухо упал. Судья пытается Судья спрашивает меня, будешь дальше драться? Я говорю, буду. А оказывается, я во сне говорю. Мой-то человек уже спит, как бы в глубоком нокауте лежит. Вот. А вот ему больно. Мой человек в нокауте лежит, а судья его вот так вот. Бац, будешь драться еще? Будешь? Ах ты, сука, будешь еще драться? Говорит, как бы судья. Ну, купленный бой, я так понял, потому что у меня все там, короче, болели за Стаса. За меня никто не болел, потому что не было стрима. И как бы, ну, Стас уехал довольный. И когда он уехал, жена спрашивает, а почему ты проиграл? А я вот говорю, я это сделал специально, чтобы Стас наш лучший друг, поэтому мы не должны его обижать. Ты что, забыла, что ли? Она говорит, кстати, ты мне вчера рассказывал, что
у нас в плане все так будет. И поэтому Стас вот радостный, вот такой вот зашел на стриме и говорит, и кто чемпион, кто чемпион. Вот человек радуется, радостный. Значит, что? Я ему сделал плохое, я ему сделал хорошее. Вот поддался, вот просто поддался, вот, понимаете? Поэтому у Стаса будет Новый год лучше будет. Поэтому ему хорошо, и мне хорошо от того, что ему хорошо. Так что это нормально все. Так что лайки ставьте. Все, погнали. Так, давайте 122 ты. Так. Аксенон китаец в фильмах кудуть. Ну, заебись. Так, ладно. Я, короче, играю вот отсюда. Или надо перекатку перестреливать. Эй, таке саме жорстко лейд. Стазу, ну мене урієм бить. Забанить надо этого человека. Плохой человек. Пора на дело, свети волыны! Ему надо было просто один день, просто подождать, хотя бы один день, да? Ну или если бы он добрым был человеком, на недельку он должен был сказать, не-не-не, я сейчас занят, я не приеду. Тем друзьям, которым они позвонили Стасу. Эгоист. Поэтому я все песни Стаса Флоу удалил с компа. Я его аккаунт заблокировал. И он мне больше не друг. О, шутка, Стас мой друг. Так, вот опять начинается. Вот опять своих пацанов вот это отправил. Вот Стас, это Бурас, на Бураске это самые друзья Стаса, явно, по-любому, это сразу видно. Пережени! И что? Так. Ну, Стас охуенно играет, а так. Но второй бой я мог выиграть, блин. Я выигрывал. По очкам и по лицу. Ну, блин, этот... Lucky Punch. Спас его. Ну, рематч, надеюсь, будет. До Нового года. Вообще UFC надо стримить на самом-то деле, но... UFC надо стримить, но как-то... Что-то мне лень. Еще надо покупать этот самый... хотя он стоит. Ну там протестить и так далее надо, но... Мне просто лень. Почему-то. Если бы я стримил UFC... Было бы классно, конечно. Но люди бы поддержали UFC, не знаю. Проводили бы турниры, вот у меня. Тогда у меня болельщиков было бы. Сегодня никто за меня не болел. Все болели за Стаса.
Так. Давайте играть, короче. Эти бар, UFC'nin только долларом. Ты тики на бартын код тарасты вот тигел какие-то. Тугу на манна кидем я. Да бу кихниде. Та чемпион дилер, да? Гыдда мана. Сүредде бетен. Да бу кихниде yok. Я быть. Так, ладно. К нам может приехать Бурасик, надо за ним смотреть. Лайки ставьте, пожалуйста. О, этот умирает. Может тогда захват базы сделать? Бураск фуловый, блин. Но он меня просто убьет, потому что надо попытаться захватить. И даже это не точно, потому что... Блин. Я еще не знаю, сколько хп у Шкоды. Все. У меня ДПМа нету. Просто 14 секунд. Лохи в ауте, шмонай лопатники, пацаны! Сейчас этот Бураск может приехать вот сюда. Тогда я не пройду, да? Давайте не будем спешить. Торопиться не надо, потому что... Блин, опасно все-таки. За Шкоду. Шкода тоже фуловая. За Шкодой поехал я. Захват все равно не получится. Захват должен получиться у этих. О, там... Блин. Канс ПЗ-100... Давай, Буразик, ты там, короче, езжай туда. Может этого убить? Все, у него КД 22 секунды, но он меня забирает. По-любому. Надо было спуститься и помочь вот с этим человеком. Вдруг не пробьет. Давайте подождем. Он походу упал. Вот здесь или поехал вот сюда. Не, ну я отыграл слишком плохо. Надо было сразу помогать вот этим. Я рассказывал про Стаса Где и ты вообще увяз? Нас тут сейчас потерял. Как бы... Где ты вообще увяз? Нас тут сейчас И все. Ну, он долго стоял там, оказывается. Ну чё тупим? Все, погудели. Давайте по игре, короче. Я просто отвлекся. Угу. Не, ну я чисто Нет, не ну понял. я Чё, сыграл как ребенок. Ну, изначально я должен был поехать к СТ и помогать им. Тогда мы бы затащили эту катку. Изи. Просто изи, изи. Я всю катку, всю половину боя стоял без дела. Соответственно, в это время наших убивают. Бесплатно причем. И КД 14 секунд это просто жесть. Давайте еще раз посмотрим на Ренегада.
Не надо тут а-ля-ля тополя делать. Трубки брать перестал. Что за трубка? Вот она, моя трубка. Трубка мира и добра. Ёк, это убитало, ёк. Как нам не да. Там убитало, вот, закончилось. Вот из-за тебя закончилось. Ёж какие-то. Эх. Как маякну, валим козлов Так, ну тут Все ВЗ. всосали. 705 вниз спустись или вот сюда. ВЗ может сыграть вот отсюда. Нет, вот отсюда. Что у меня вообще есть? Что я могу сделать? Ну, практически я ничего не могу тут делать. Пока что. Вот он ВЗ. Ой-ой-ой, Где ты вообще блядь. увяз? Нас тут сейчас кончат! Где ты вообще увяз? Ну, Нас блин. тут сейчас кончат! Я-то думал, он проходит. Блядь, что за... Ша, пока нам бебихи не вывалили. А, все, я... Где ты Я вообще поиграл, увяз? ребята. Нас тут сейчас кончат! Не мандражой, пацаны. Это из-за Стаса, вот видите, да? Ша, пока нам бебихи не вывалили. Стас во всем виноват. Отвлекает, сидит. Вот! Опять из-за Стаса. Вот из-за Стаса. Эх, Стас. Где ты Вот вообще арта. увяз? Нас тут сейчас кончат! Это Стас играет на арте по-любому. Чувствуй. Ну чё тупим? Все, погудели! Сейчас надо... Сейчас надо это самое... Кемперить надо? Ладно, я буду в режиме ПТ. Слава, мигин кайда катырса када натыр UFC-га. Да? Амбо. А чё, он у тебя что ли? Или ты у него? Конечно, каем была. Чё вы начинаете-то? Изи! А, харакпын семен барым. Ча, ладно. Bir libin oynuyor. Хотя 2 libin oynuyor hep. Это А чё чё, я не такой видел, прикол, типа, кстати? да? Блин, иди, то тут ты ничего не кинь, аралдитма, бахар аралдитма. Ёп, посмотри. Я иди. Ебать, я уже думаю, как бы это самое. Что купить на 30 тысяч рублей? Я же тут думать надо в танки, когда играешь в танки. А я не думаю, я думаю о 30 тысяч уже. Я вообще забыл, где я, кто я и так далее. Скажи Славе, пусть этот отправит донат. Че он там жадничает? Почему такой жадный человек-то? Как можно быть таким жадным? Биддан ёка донат где-ли он? Самой байки ебит он. Ё, посмотри. И он жадничает. У тебя в голове. Ай, когда.
Жадный Вячеслав. Братва! Арта, пожалуйста, да вы не нас убивай меня. О, уважаете! нет, 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 ребята, ребята, стреляйте! Просто арта, вот деб... Ах. И у нас все шло нормально. Вот Стас зашел. Стас, да? И все, у меня все это самое. Началось вот это вот. Он у меня, кстати, да, в голове. Так, что бы взять? Давайте Шкоду. Иди, да. Ты чё, где Стас? У Славы, что ли? Чё не отвечаешь-то? Танцуй, пока молодой мальчик. Танцуй, пока молодой. Анюгар Кир, хорошей игры, много побед, желаю удачи. А, спасибо. Спасибо. Не трёмся, Спасибо, Кодлер, не Хайперис. трёмся! Спасибо тебе, да. Где у Нюгириха надо? Все. Стас, это, спи давай. Уже ночь, как бы. Ну, отвлекся. UFC, кто чемпион и так далее, и так далее. Не надо тут юлить. О, какие-то. Бар. Бар. Папка, барыня. Ты это себе и купи, кстати, PS4 или что? Интернет хобама, ну не хобали, да? Онлайн. Андира там 9, да? Хотя жесткой будет ведь, конечно. Так, ну тут Калибан как бы представляет большую, огромную угрозу, и я почему-то еду к нему. Блин, а карты, иди, я говорю. Блин, я получу сейчас пиздец. Я не хочу от него получать, на самом деле. Да Не, ладно, это не то. откуда у него такая броня? Этого убираем. Не, ну ты ж реально тупой был по жизни. Вот, молодцы, держимся. Так, этого быстро Бурас красавчик приехал. Ну, мне надо, чтобы танканули Калибана, потому что он может. Ёханый бабай, ну терпеть не могу отморожен. Закопаем вас, сушьё! Су-130, давай, помогай мне. Пожалуйста. Так, у нас тут все прекрасно, ребят. У нас тут победа. Су-130, убирайся, говно. Ага, получили терпилы? Сначала говорю Су-130, пожалуйста, помоги. Как только я понял, что враги не представляют никакой угрозы, Су-130 подходит, а я говорю ему, пошел сюда. Эх.
Ну, пожалуйста, попадай, а. А, блин. Ну, я затупил. Надо было полностью сводиться, но я думал, что он не будет вставать так долго. Если я попаду сюда, то я охуенный. На, хавай, сука! Второй шанс. Шутка. Переборщил. Второго шанса не будет. А почему они не убивают вот этого бураска и так далее, и так далее? Чё такие слабопаны-то? Играют как Стас в UFC. А, он же вышел, кстати. Все, победа. Возвращаем свои победки. Надеются. Вот эти. Вам не поймать? Алкебен. А... Уже час 20 минут, что ли? Сколько мы в эфире? 3 часа 24 минуты. Почти 4 часа. И не набрали 200к лайков. 200к лайков. 200 лайков, да? Так. Сколько у нас там? Вот так вот. Так вот. Ну, еще часик поиграем, потом закроемся, да? Давайте поднимем процент побед на Е75 ТС. И Торнваген, как-то у него бои вообще не идут. Ренегат. Давайте Ренегат. Прожимаем лайки, сейчас наберем. Давайте 200 наберем. Было бы вообще замечательно. За часик набрать бы. Ну давай сменим тему, не надо обсуждать вот это вот. То, что... Так, на. Скажу прыгать, прыгнули. Скажу шмалять, шмаляйте. Усекли? Так, давайте поедем вот туда. Туда. Так, ну-ка,
Давайте. Давайте. Прожиматься, что ли? Ну, я точно там не проеду. ТНХ умирает. Этот как-то тупо стоит. Очень плохо стоит. Ракета сейчас будет мешать. Но мы его разберем, я думаю. Давайте ББшку. Вот Шкода стоит, и он будет стрелять. О, нет. Шкода на КД. Сепаратор я могу вот сюда пробивать. Кушай яблочко, сука! Так, теперь вот снова, блин. Как бы мне бы точность нужна, как бы. ТНХ тоже приходит, на тебе. Аля, вали гадов! Ну, хороший танк, если честно. Ренегат. Фармить все равно вы на нем будете, потому что ББшка у него пробитие 226. Как я и говорил. Соответственно, вам не нужна даже голда, когда играете с восьмерками и с девятками. Если, конечно, не встретите маушен и так далее, и так далее. Ладно, что это было? Ай, я сам затупил. Не надо было. Он на КД? Ну вот, Не бойся, точно же. мы тебя резать не будем. Он видит он целится на мою комбашенку. Не надо, чтобы кто-то танканул его. Терять хп не надо, потому что тут бой какой-то. Бычара, ты труп, Можем проиграть. ты понял? Поэтому надо максимально отыгрывать без потери своего хп. Подставляться не надо. Пускай другие подставляются, потому что я не знаю, как они играют. А в конце я как бы должен затащить. АМХ, откатывайся назад. Отступай, дебил. Да, все, он на КД уезжает. Я его должен забрать. Я должен забрать его за счет своей точности. Вот так вот. Не, ну ты жму реально тупой был по жизни. Ни запас, ни хрена. Пушка точная, арты нет. Можно поддавить вот этого человека. Выноси бычье! Стреляй по оператору. Давайте подождем. Все, он дал урон. Он дает. Слушай, я нервный. Че ты тут из себя рыбу корчишь? Сейчас я должен быть поаккуратнее, потому что Шкода может выехать на меня. И что, вот тушка приехала. Ха-ха, лови пилюлю, фраер. Ну, как вы сами видите, танк очень точный. Он как Е5, понимаете? И КД быстрый у него. Блин, как только я сказал про точность. Так, надо убивать Су-130. Уроем нахрен! АМХ, поаккуратнее, пожалуйста. Танкуем. Мутца тоже надо как бы убивать. Может мне поехать за ним?
Не подставляется, гад. К нему забегает елка. Ты умираешь, давай, 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 назад, 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 назад. Мут же стоит. Я посмотрю. Все, елка забирает его. Ну, я отыгрываю на максимальную живучесть, как бы. Вообще не надо подставляться. Еще у них почти 8к хп. У них мут какой-то красавчик, да? Походу. Он молодец. Так, сразу мне поехать туда не надо, потому что давайте отпустим сепаратора. Хотя он зря так делает, потому что 103 сейчас он ждет. Пока мы будем вот проезжать вот эту часть. Вот он стоит, довольный такой. Это что, такой прикол типа, да? Давайте зарядим голду. Потому что уже как бы затащить надо. Во мудак в натуре. Танк довольно-таки крепкий. Ага. Я вот специально так сделал. Ща пощупай. Не, ну, Шмуранта, блин. оно уже все без мазы. Его никак не пробить, да? Оп. Ага. Тут как бы порхай, как бабочка. Тут нужно на скилле играть. Не-не-не, это не то, нифига, нет, ты гонишь. Блин, он хорошо там стоит. Не, я первый раз такого конченого вижу. Я не могу попасть по нему. Вот так вот. Блин. Чуть-чуть. Жалко, что чуть-чуть не считается. Давайте заново ББшку. Давайте фугас пока что, да? Хотя бы чуть-чуть. Надо хотя бы по 30 хп. Пускай так будет. Получи, сука! Получи, сука! Ну мы с ним долго будем воевать, да, походу? Вот так вот, смотрите. Просто плюсики в чате, кому понравился, как я попал по нему. Это было специально. Так, у нас Фердинанд проигрывает. У них Фердинанд проигрывает, надо возвращаться. Угу. Все, они сейчас убивают Фердинанда и захватывают базу. Фердинанд хотя бы одного, если он заберет ФВшку, то будет идеально просто. Но вряд ли он так сможет. Мут сможет... Ну он или там стоит, или уже погнал туда. Непонятно еще. У меня один фраг всего лишь. Да. Вот так вот делают. И надо... Пускай на захват постоянно. В это время мне не надо вообще светиться, не надо. Хотя стышки, чтобы добивать нас, они могут поехать вот посюда. Можно туда и... Блин, я не знаю. Ну, помощь нужна, говорит, но помощи это не будет. Давайте пока
Базу не берут. Ну я могу убить его, если на захват станут. Но если СТшка приедет вот так вот, он мне в спину заедет и будет представлять огромную опасность. Поэтому он должен вернуться или хотя бы тут стоять должен. На, сука, яблочко! Ну, Не-не-не, я не это знаю, то, почему нифига, так. Нет, А. нет, ты гонишь. все, он уже оскорбил меня. Готово, еще кто сунется, так же отымеем. Зря он так сделал. Тут ошибаться не надо. Хватайте маслины, суки! Ну, у меня как бы снаряд заканчивается. Я бы смог затащить катку, но снарядов у меня вообще нет. А МХ в спину заедет. Этот тоже через центр едет. А это плохо. На, Если я козлина! этого смогу забрать, то он не знает про мой КД, походу. Блин. Ай. Если я так попаду, Это что, такой прикол, типа, но ошибаться да? не стоит, потому что у меня заканчиваются всякие хпшки. Это что, такой Блин! прикол, типа, да? Ну я попал, но... Красавчик. В принципе, мы можем их затащить. Было бы еще немножечко времени. Он сейчас падает. Вот, смотрите, я специально так делаю. Мне должен помочь вот этот сепаратор. Помогай. Ты как бы должен содействовать. Быстро, быстро. Че ты встал-то? Я почувствовал, что АМХ едет ко мне. И давай, убивай. Муца, вот так вот. Ага. И у нас 53 секунды. Мы в это время, за это время можем поставить его на каток. Лови отвалю, И Да я как тебя жесткий щас игрок я бушлат должен побеждать. деревянный одену, сука! Что вы на это скажете, ребята? Как я охеренно сыграл? После этого скажите, что Зохан не умеет совсем играть в эту гребаную игру под названием World of Tanks. $350 тысяч награда. Плюсики в чате. Кто думает, что я затащил эту катку своей охеренной тактикой? Любой другой идиот, ну, рак, да, 45%, он бы точно проиграл в этой катке. Поэтому тут, в этой катке, я думаю, что скилл зарешал эту катку. Тут нельзя сказать, что тут просто повезло или и так далее, и так далее. Просто я с самого начала катки я сыграл максимально на эффективность. Я не рисковал, не терял свое хп, поэтому как бы так, у нас победа. Правда, мастера не дали. Если бы я его убил, тогда бы дали бы. Ну, 5400 урона и 1512 опыта и мастер не дают? Что за дичь? Это 8 уровень. На 8 уровне 5400 урона сделать это что? Они тогда что? На 8 уровне, чтобы взять мастера, мне надо 7к набивать, что ли? Или получается как? Что-то я не понял. Я же пытался... у меня фрагов не хватило. Да, всего лишь 2 фрага, поэтому... Угу. Если бы было хотя бы 4 фрага, для мастера нужны фраги. Я бы взял мастера. Но
Они подумали, что у меня всего лишь 5500 урона, и мастер, мы тебе не дадим. Ты всего лишь убил 2 танка. Ты дебил. Сказали. Ник бопростыр идем бүтін қоғамма бопростыр. Легентей дук жадуин. Аяман. Оны маны туқтаман. Туқ аннеман. Вот қаям берімен. Бәлірттен еті керенге жаттын. Или клегентеттен. Чем вы меня спрашиваете? Так. Союзниками красавчик Тата, но ты круче, конечно. Но я же круче, ты что? Союзник, конечно, да. Он... Но я не думаю, что он статист. Вот, видишь, 48. Потому что... Как бы... Ну, я когда говорил, скатывайся назад, он почему-то скатывался. Молодец, что слушался. Но, блин, 1512 опыта, как мастер-то не дают за 1500... Где мой сотовый? Ну, по-любому должны были. И победа же была, как-никак. Ну да. Ну, по опыту мастер все равно должны были как бы дать. Наверное, да? А, я с 8 играл, поэтому, наверное. Ага. Ну, пускай так. Побольше бы еще за света, тогда было бы идеально, но... Ну, пускай. Когда-нибудь мастер будет. Че торопиться-то? Зато я доволен. Я доволен. За неприбитие было. Ну, там дистанция, вот 103 тухтах появится. У него башня-то крепкая. Поэтому, как бы, было сложно попадать. И то я его по нему попадал. Ну, 1 раз попал. И 2 раза фугасом, конечно. Просто я не смог попасть в его маленький вот лючок. Был бы у него лючок, как у меня, я бы по нему, я бы его разбивал бы тогда. Так, сейчас у нас все очень плохо, ребят. Потому что 60 ТП. Пока не умрет 60 ТП, мне лучше сохранять как бы спокойствие и не дергаться. Просто надо сидеть и ждать. Ну или как-то помогать. Ну, моя задача, надо помогать, как я уже говорил вам ранее. Если вы не в топе, то помогайте своим топам. Тогда будет победа. Ну, шансов на победу будет. Я уже не могу проехать. Но по нему дать могу. Так, 60 ТП у них там. Это замечательно. Вот так я вот пытаюсь заманить его в ловушку. А вдруг он на КД или нет? К нам приехал вот замечательный человек. У нас там проблемы, оказывается, еще.
На тебе, на! Ну, мне повезло, что он не попал по мне. Вот бабаха молодец. А, у нас АФК стоит. Бабаха молодец, красавчик. Все, я его сейчас поймаю. Башку оторву, сука! Почему я не засветился? Ладно. Иди домой. Пришли и Спи. всосали! Ха-ха-ха! С Зоханом как бы шутки плохи. Так. У нас Шкода. Ах ты говнюк, а. Так, 140-й сейчас уже... Он уже передумал насчет того, чтобы захватывать базу. Надо помочь... Надо что-то делать со Шкодой. Слишком выезжать не надо, у них там шар-футур. Ага, как я и думал. Совсем охерел? Шар-футур, блин. Ну какая божественная точность у этого шар-футура, да? Получается. Я его не вижу. Так, пока есть шар-футур, мне вообще удрать надо. Пока что. Я кемперить должен. Иначе нельзя. Давайте занимаем вот эту позицию. Блин. Что-то наши слабоватые. Ну, у нас окончательный слив. Сзади 140-й может убить. Да. Все очень плохо. Не, это не то. Не Все, я пьян. умираю от 140-й. Забирает мою душу. Ну, просто наши отдали тот фланг и тот тоже фланг. Левый и правый фланг отдали. Просто отдались. По центру у нас все было хорошо. До тех пор, пока я не удрал обратно на базу. Ну, в любом случае, там должна была... Ну... Да. Бой как бы все равно был... Это... Поворот ходовой. Давайте вот так. Угу. Ага. Устану, что видно? Блин, ну то, что, конечно, были бы фраги, то, что настреливать 5400 урона и на восьмерке и не получать при этом мастера, это, конечно, пиздец. Здорово. Хайтен. Хитен, да? Хайтен, да? Хитен. Как правильно, Хайтен или Хитен?
Так, ну ладно. Ставим лайки, ребята. Если можно. Так, Прогетта, СТБ, СТРВ, 2684, фаза, Е50, 212. Ну, блин, сколько тут арты-то, а? Кого я могу пробивать тут? Я могу пробивать защитника. И как Увлечок. я сюда полез. Я могу Стычковал пробивать на себе фазу, по-старому увлечок, на если районе, попаду. всё. Могу пробивать ОМОНа. Но это не точно. Сколько там у нас пробить? Да, могу. Ну тут как бы точность нужна, но с точностью у Торнвагна хуже, чем у Ренегада. Но зато у нас есть броня. Если будем играть от башни. Ну, позицию мою дадут? Нет. Ну, вот эти как бы не дают позицию. Так что... Я даже не знаю. Блин. Тебе на! Ну вот видите, не пробил СТБ. Когда он смотрел вот в эту сторону. Я это не понял. Ладно. Повезло. Повезло. Байбал идет у меня. Что это такое? Блин. Ах ты зараза, а? Ах ты жесткий человек. Ну вот этого надо быстрее забирать. Ну не мешай, пожалуйста, а, фаза? Или я тебе мешаю? Еще непонятно, кто кому мешает. Она отстрелялась, надо быстро. Давай я поставлю его на каток. Все, обновляю каток. Обновил Не-не-не, каток, это не ты то, дальше едь. нифига, Нет, ты гонишь. Все, он... Этого я забираю. Нет. Мы молодцы, конечно. Но фаза, не подставляйся, пожалуйста. Он не нарочно, конечно. 3 арты. Поэтому надо быстро... Удрать нам надо. Ну, фаза. Сука, фаза, что ты делаешь? Ну дай перестреливать его. Ну, все. Ха-ха, смешно прям не могу. А я танкую. Пизда, блядь. Сейчас посмотрим, как тебе понравится. Я-то стоял вот так вот. Иди нахуй. Ну что, понравился тебе, да? Надеюсь. Отпетушу нахрен, понял? Так, Е3 должен мне помочь. А я не могу засейвиться, да? Как я не попал? Я могу. Ну, фаза просто дебил. Кусок говна. Так, вытягиваю на Е3. Все, Е3 приходит. И все, мы побеждаем. Этих долбариков. Просто на изи мы затащим. Если бы не фаза, то давно бы все было бы нормально. Но он, блин, просто приклеил меня себе. Блин. Не успел. Танцуй пока молодой, мальчик. Танцуй пока молодой.
для поднятия настроения, а то расстроился, возьмешь мастера, главное не унывай. Угу, спасибо большое. Сейчас я прочту, хорошо? После боя. У меня тут потный бой. Ну, не сказать бы то это самое, что потный. Ну да, фаза, блин, помешала. На нервишки так сыграла. У нас победа, но безуронная. Но зато победа, пускай так будет. Без разницы. Механик 67 рус. Для поднятия настроения, а то расстроился, возьмешь мастера. Главное, не унывай. Спасибо тебе, Механик 67. Ну, кстати, Механик 60 рус. Ты, получается, русский, да? Если ты русский, то ты попал в историю, потому что на нашем канале ты первый, кто отправил мне донат. Ну, если ты русский. А если ты якут, то ты не первый. Ха-ха-ха. А если ты русский, то ты историкал момента. Так что это самое. Приятно. Это начало, как бы так сказать. Спасибо большое. Ну, механик рус там называется, поэтому... По-любому русский, да? Это приятно. Это очень... Это первый донат. За сколько сундуков выбивай датинг будет танка, не? За сколько... Какой танк? За Торнваген? Я не помню. Я короче, купил 95 коробок. Из них... уже когда я открывал 30 коробок, уже у меня был Калибан и то ли Йох, то ли вот этот, не знаю. За 30 коробок уже у меня 2 прем-танка были. Потом мы выбили еще этот 122 ТМ. Калибан, Торваген был, и еще какой там был. И Йох, да. Сепаратор. Получается, мы... За 95 коробок даже не доехали, да, когда за 80, да, ну, скажем, где-то за 80 коробок я уже открыл 4-8 прем-танков. Это, получается, мне повезло, понимаете? Потому что некоторым вообще ничего не выпало. Ну, только гарантированные танки. Но я на стриме открывал по 5 коробок, потом один бой, потом еще 5 коробок, один бой по 5 коробок. Но некоторые люди просто испытывают удачу так. У них там 95 коробок, и они за один и тот же миг открывают. Так нельзя делать. Ну, много же людей все-таки открывает. Как бы, да. Поэтому это как в казино. Иногда есть дни, когда в казино тебе везет. Я не играю в казино вообще. Я так сказать, да? А на следующий день может повезти, или на следующий день может тебе не повезти, и так далее, и так далее. Тут с коробками точно так же. Ну, это чисто моя теоретическая просто мысль. Может, это не так. Просто я... 95 коробок открыл где-то за 5 часов. Или за 4. Ну, за 5 часов, да? Где-то так, ага. Поэтому мне очень везло. И дофига еще маленьких премов выпало. Очень-очень много. Почти все маленькие премы. Поэтому, когда покупаете коробки, там коробки, открывайте, не торопясь. Не надо сразу сидеть и все сразу мигом все открыть. Не надо так. Это так не работает все равно. Все равно надо подождать. Пускай другие... Если тебе не везет, пускай другие открывают. И тогда им тоже не везет. И потом какой-то момент подловить надо как-то. Это, конечно, не точная информация. Просто все-таки, если теоретически подумать, это все равно так. Танцуй, пока молодой мальчик. Танцуй, пока молодой. Катат. Да, Смоленская область. Да ладно, механик, ну ты
красавчик, ты... я тебя уже на всю жизнь запомню, потому что Механик 67, Механик. Механик это фильм, да? Ну, в смысле, чтобы еще покруче запомнить, потому что, да, у нас стримы уже как бы год уже, да, больше года. У нас стримы были только на якутском. Вот мы недавно начали вот говорить по-русски. Вот, чувствуешь, да? Акцент и так далее, да? Ну, так и должно быть, потому что я якут, а не русский, поэтому так и должно быть. И ты первый донатер моего канала. Так что спасибо тебе, и я тебя запомнил. Лаш. Ну вот, ребята, что-то у нас есть. У нас уже как бы есть начало. Вот. А вы говорили, давай на якутском, всегда надо на якутском. Ну вот, из других регионов-то нас тоже вот чутка-то тут смотрят. Ну и это только начало. Что вы начинаете-то? Не надо юлить там, в чате. Вот так вот. Ну, походу, Механик увидел мой бой, где я сыграл на этом, да? Ренегаде. Нет, не на Ренегаде, а на... Да, на Ренегаде. И то, что я не взял мастера. Ага. Ну да, это... Конечно, это интересно. 1512 опыта, 5400 урона. Ну, на восьмерках 5400 урона, я думаю, это много на самом-то деле. Но они посчитали, что этого мало, и сказали, что у меня фрагов мало, как бы 2 фрага и так далее. Ну, если бы этот не добил этого, точно мастер был бы, я думаю. Если бы 3 было фрага, и я бы забрал, вот последним кто был? IMX был, да? Походу. Да, IMX был. Если бы я его забрал, если бы он не попал или не пробил бы, благодаря какому-то чуду, если бы он не хотя я загуслил его. И это как бы тоже моя помощь была. Ну да ладно, бывает. Это танки. Тут самые а-ля-ля тополя тут не надо. Тут это танки, тут это сюда. Кому-то что-то дают, кому-то ничего не дают. Как-то так, да. Кто-то делает там 2К урона. На тебе мастер, на тебе воин. Кто-то там это самое. А кто-то там делает 115 тысяч урона за бой. И ему дают фигушки. На тебе 3-ю степень, иди домой. Нет, ну я же сделал 115 тысяч урона. Ты чё, где мастер? Где? Какой нафиг мастер? Я не в настроении. Я вообще не в настроении. Мастер не будет. На ты 3-я степень. Ну мастер, 115 тысяч урона я сделал закатку. Как так можно не дать мастеру? Я сказал тебе, а ну-ка дай сюда 3-ю степень. Иди отсюда. Ничего мы тебе не дадим. И все. Скажи спасибо, что мы тебя не забанили. Пора на дело, свети волыны! Говнюк. Могу сказать. Так что это а-ля-ля тополя тут не надо делать. Не дали мастера? Вот и сиди на ровном месте. Могут вообще замазать. Не. Лучше так. Лучше пускай не дают мастер. Мастера мы потом все равно возьмем. Все нормально. Даже лучше, когда у танка есть мастер, то уже как бы... Ну, потом, может, контент какой-нибудь сделать можно в танках. На отметке играть или как бы... Ну, на отметке, конечно, сложно для меня. Я же не скилловик, но как бы... Можно играть на мастер, вот. Стрим назвать мастер на какой-то технике. И за стрим попытаться взять мастера. Но и то это, конечно, сложно. Потому что... Ну, как вы знаете, я не жесткий. Но было бы интересно, зато интерес будет в том, что когда я получу мастера, да, мы на суперконе сколько стримов там сделали? Почти сериал сделал, почти первый сезон, как я беру мастера на суперконе. Долго у нас ничего не выходило, просто
турбо победа, турбо сливы и так далее, и так далее. Просто ничего не хватало. Ну а потом в один прекрасный день я взял мастера на изи просто. Ну мастер это из-за везухи тоже. Так, что ты? Что ты за человек? Надо было яблочко, на каток. сука! Давай на каток. Вот так вот. Убивайте! Ура, Фас! нахрен! Ну убивайте! Фигня. По-моему, Блин. кто-то нас спасет. Ты... Ах ты дебил. Ну блин, когда он... Вот, на гусе. Вот, молодцы. Ну, у меня чуть инфаркт не... Я чуть не получил инфаркт. Понимаете, да? Вот, я поставил его просто на каток, а мои стоят: стрелять нам или не стрелять нам. А я говорю: стреляйте, убивайте его, что вы стоите-то? А они говорят: не-не-не-не-не-не. Закон, мы не хотим его убивать. Это брат моего брата, сосед моего друга, который был братом моего брата. А я говорю: не важно, кто это, давайте убивайте быстро. Они думают: давайте это. А у него есть как бы QR-код, спрашивает, да? Я говорю: убивайте нахрен его, этот QR-код или что-то там. Урою нах, А секельдявый! наши спрашивают: а у вас, молодой человек, анализы отрицательные или положительные? Вы переболевший или нет? А я говорю: не надо ничего спрашивать, просто убейте это дерьмо, кусок говна. И вот так вот. Но потом убили. После стольких нервов. Конечно, сразу не поняли. Такие вот люди. Попасть бы, блин. Чутка повыше. Ага. Ща всех порешу! Вот так вот. Шутка. Не надо так смеяться. Перед женщинами, тем более. Вот подойдете к своей девушке или к жене и сделаете. Жена сразу: все, развод. Быстро. Собирай свои вещи. Это, дуй отсюда. Или если это важно, ну все, я ухожу от тебя. Почему? Потому что ты смеешься как дебил. Так вот. Поэтому не повторяйте этого дома. На, сука, яблочко! Шутка. Что я делаю? Любятово. А, я просто механиком работаю на производстве печенья Любятово. О, ясно. Что, давно в танки играешь, да? За 2 дня 95 коробок открыл? Джабы. Ага. За 2 дня 95 коробок открыл, джабы, тух-тух. Пахай. Ну, тогда слишком затянул, наверное. Ну, просто мне повезло. Тух-тух, тебе, но все равно гарантированный танк есть у тебя. Почему я... Блин. Я просто должен был выехать. Почему я... У меня полным-полно хп, и я как бы... Почему я берегу свое хп? Я просто затупил, ребята. Я просто отдал. Вот у меня 1500 урона. ХП. И я стою, думаю, как бы танкануть, Ну, война-то заканчивается. Вот. Не надо так тупить, как я. Я просто затупил. Я про коробки рассказывал и задумался, и забыл, что я это самое играю. Ну, такое тоже бывает. Не надо отвлекаться. Но поскольку я стример, то мне можно отвлекаться. Вот так вот. Такое бывает.
Печенье как называется тогда механик? Печенье Любятова. Печенье Любятова так и называется, да? У меня там, короче, в комнате, в спальне, коробка. Взвод сформирован. Здравствуйте, здравствуйте. Все, слышно меня, да? Алло. Буграм чё? Им хорошо. Давай в лес погнали, Джонни. Командуют. Не надо заниматься аферой. Давай лучше продавим лес. Арты же нет. Ну зачем тогда ты взвод кидаешь? Не, ну тут уже определенно надо быть поосторожнее. Вообще не надо ехать, может. Я же не цикличный. Я же барабан как бы. Как только они узнают, что я выдал 2 урона, они сразу брррр, и все. Мы трупы. Блин, почему-то я не доверяю. Вот Т-30 КПЗ. При том, что нет арты, поэтому они будут наглеть. Давайте просто будем работать по тем, по которым будут светить вот отсюда вот. Ну, потом по ходу дела там посмотрим. Крайслер-то. Давай сначала узнаем, да? Информация нужна любая. 95-й туда поехал, Ису туда, Крайслер туда поехал, Центурион. Т-34Б не знаю. Ну, 257 где? В принципе, там нормально, почему-то не давит. Значит, получается, мне можно поехать. Если бы они решили продавить... Ты терпение мое испытываешь? Борта не надо подставлять мне, потому что... Блин, ну бульдог, зачем ты там... Блин. Мне больше не больно. Мне больше не больно. Сказала бы Бузова на этом месте. Так. Ну-ка. Тут жесткие люди. Смотрите, какие уверенные. Лев. Лева говорит, я настоящий лев. Это что, такой прикол типа, да? Вам кобзец, говорит как бы Лева. Такого уверенного человека еще найти надо. Да вы нас Т-30 не уважаете! Т-30 просто дичь вытворяет. Да? Но человек вообще не понимает, что так делать нельзя. Ну, слава богу, что он не в моей команде. Т-30, да? 54-ка идет к ним, как бы уходит, чтобы помочь. Да ладно, мне повезло Вали, просто. петушар! Вот, Вали, сучара! убейте, пожалуйста. А, нет. Ну, надо было тогда, когда... Ну, я понимаю, он был на КД. Если бы убили тогда, когда я поставил его на каток, то было бы... Просто идеально. Идеально. Было бы идеально. Мораль. Да Ай, я тебе Карину сейчас бушлат деревянный Это Type одену, 61. сука! Что ты так... Блин, почему он... А ну, он стыда. Он не должен светить. Так. Ну, у нас 2, 5, 7. С этим могут быть какие-то проблемы. Надо найти вот этого тайпа. 61-го. Нет, шутка. Слава богу. Какой же я шустрый.
Вот, красавчик, ты просто красавчик. Во, мудак, в Поставил на каток? Братана клюнула! А, я не думал, что он меня пробьет так. Люлю, фраер. 61-й начинает убивать. Ну, он жестко ненавидит меня, вот этот 61-й. Смотрите, какой дебил. Просто кусок говна. Именно в меня стреляет. Вот смотрите. Какой-то сказочный человек. А, и пробил. Не, ну пацаны, подождите, я чисто не понял, это типа музыка Что это за была? человек? Да манал я такую музыку. Ну-ка посмотрим. Альф из Фара. Ну не знаю, у него какая-то антипатия есть у меня. Он... Ему вообще это как бы по барабану, что есть союзные танки и так далее, и так далее. Он просто говорит, я должен убить этого Зохана. Я ненавижу его. Терпеть как ненавижу этого Зохана. Когда я его увижу, я сразу его морду хочу дать. Джон не аферист. Ну понятно. Поэтому он со мной... Нет, единственная проблема тех людей, вот заметьте, единственная проблема тех людей, кто очень-очень плохо играет, да, и вот непосредственно новички и так далее, они не доверяют тем, кто хотя бы немножечко хорошо играет лучше них. Просто беда в том, что они не слушают. Они никогда не слушают. Они не хотят как-то научиться играть на своих ошибках и так далее. Они этого не хотят. Даже если ты там говоришь, если ты там пойдешь и ты там по-любому умрешь, не надо этого делать. Опытный человек ему говорит, не стоит этого делать. Там бабака стоит. Выйдешь туда, отхватишь на 1850. А вот такие вот люди, вместо того, чтобы слушаться вот таких игроков, которые более-менее знают игру, они никогда не... Они все делают наоборот. Если бы вот начинаешь, ну, сказать, вот такие вот игроки слушали бы тех, кто, ну, хотя бы зеленый, да, как я, или фиолетовых и так далее. Они, если бы были бы послушными и слушались бы более опытного бойца, у них все было бы идеально. Но они делают 100 тысяч боев, и у них вся такая же фигня, потому что они не хотят учиться. Они все воспринимают, если человек пытается ему помочь, как надо действовать, они воспринимают это как, наоборот, оскорбление, как бы. Или что, я не знаю. Короче, они делают все наоборот вообще. Вот поэтому и это самое, не развиваются. Не сказать, что я хороший игрок, да, но я же пытаюсь смотреть стримы, например, где... И то я не смотрю, да, потому что как бы времени не хватает, да. Ну, когда смотрю, я смотрю, например, ну, хорошие бои я смотрю только иногда, и как бы... Мне хватает на 2 боя, потом мне становится скучно, поэтому я уже смотрю более развлекательные стримы, чем нежели учебные. Но, как вы знаете, у нас не учебный, у нас более развлекательный, поэтому мы берем Калибана. Уебан Калибан. Всем кобзец. Он тут в Саньере от стрима к стриму. Бетти. Так, ладно. Так, ладно. Что будем делать? Какие мысли? Перемысли? ТД и ТП, КПП, ПРПП. Чуваки, ломимся! Давайте по фану фугас, да? Потому что на ББ все равно... Хотя на ББ мы можем пробить. Е5.
Но... И 7 тоже можем пробить, но... Блин, слишком долго сводиться такое себе. Ну, вдруг выглянет вот этот Торнваген. Йох. Сепаратор, да? И Шкода, например. Все. Более четко надо как-то поймать их. Ну, я для них должен быть сюрпризом. Кстати, хорошо, что я не зарядил фугасы, потому что тут слишком вот, видите, вот эти вот столбы и так далее, и так далее. Кстати, фугасы, когда то ли понерфили, то ли наоборот. Когда изменили фугасы, они пробивают сквозь... А, нет же, да? Нет. Или да? Вроде бы да, то ли нет. Напишите в комментарии. Фугасы... Сейчас какое положение фугасов? Я забыл. Так, наглеть мне не надо. Кому-то это надо, но мне точно вообще не надо наглеть. Потому что... Когда я играю на колебании, рядом должны быть союзники всегда. Тем более вот такие. Это хорошо. Там у нас чисто, да? По этой зоне я не знаю. Было бы приятно, если бы... Если бы мы что-то знали. Сейчас я могу получить... Не-не-не-не. Да. Сейчас мне в мордашку дадут урон, и не факт, что я по ним попаду. Тогда, получается, я зря хп теряю. А мне этого не надо. Ок. Вот он. Ну, блин, пожалуйста, выходи, а. Давай. Мама тебя зовет, то... Ну, еще давай, ты сможешь. Говнюк! Собака! А так вот. Всегда надо быть терпеливым. Терпение, мать учения. Или... повторение, мать учения. Ну ладно, пускай. Пускай неправильно, но... Все нормально. Катки и заборчики пролетает. Понятно. Здорово, скивал. Стимулятор КД танка-то. Что? Стимулятор КД танка-то? Это ты... про Колебану, что ли? Ну, у нас, конечно, базу берут. Ну, пускай берут. Ах, нет, хотя... Что происходит? Ну, если я один поеду туда, я все равно... Да, молодцы. Кони должны поехать, потому что я... У меня тут с точностью, с дистанции у меня совсем нету. Будет лучше, если я отыграю здесь. Например, вот так вот выхожу. Вот так вот делаю. И вот... Нет! Блин, не повезло. Просто... Не умеешь. Зря я так. Ну что, брат? Умираем? Умираем. Так, ты... Так, про гетто, держись. Блин. Ну, я без сводки стрелял.
Это я тупанул. Молодец, красавчик, просто красавчик. Охуенный человек. Но сейчас я могу даже помочь. А, там есть 7, да? Хотя... Сейчас увидите. Я что-то покажу. Ну блин! Надо было этого забирать. В дамке. Торнваген тут. Конь заезжает. Лучше я... Блин. Ну он барабанный, я в любом случае я бы умер. Но... Давайте посмотрим. Мне уже самому как бы интересно. Сюжет этого боя. А, про гетто я его кинул, да. Но я убил Иса 7. Все-таки он топ. Топовые танки всегда они опасны, нежели чем 8. Если они правильно отыграют синхронно, то могут, но, блин. У них еще взвод, красавчики. Не мандражой, пацаны. А, ну как ты не пробил? О, все. Все, это слив. И, блин, если бы Шкода не приехала, то был бы у нас какой-то шанс. Ну вот этот танк жестко помешал. ЛТ. Я должен был сразу поехать сюда и играть вместе, держаться рядом с суперконями. Потому что тут все равно гиблое дело было. Дело было времени. И вот такой вот финал. Ля финале. Несчастливый, но пускай. Зато там победили. Получается, да? Ну ничего, я играю соло и 66% побед из 24. Это получается у меня все нормально. Угу. На ВЗ, чтобы мастер взять, надо 10к накидать. И то не факт, возьмешь мастера или нет. Да. Не, ну пускай. Все равно бой хотя бы это самое. Давайте 8. О, вот. Сейчас. Так, Калибан. Калибан мы пробиваем. Крайслера мы пробиваем. На ББ мы тут всех просто пробиваем, на самом деле, но... Я вот думаю, поехать вот сюда. Но это смотря... наши куда поедут? Большинство. Если мы поедем втроем, например, это получается тут 2 танка, потому что я как бы... Когда у меня такое, что я практически не танк, а просто как-то... Пацаны, айда с нами оленищами. Бурас поехал, Эмиль один поехал, все, можем поехать, еще добровольцы нужны. 27, ага, Бурас поехал, все, едем. Арта у нас одна, но мне кажется, она тяжело стреляет, да, ГВ Тайгер? Тяжелые, как бы сказать, снаряды у этого танка должны быть. Это не точно. Я как бы не артовод, поэтому не обладаю информацией.
Какая арта лучше или не лучше? Ну, среди 8. Блин, плохо в том, что ИС-6 едет сюда, но сверху, я думаю, даже в ЛД можно его пробить. У меня-то 290, сколько это там, да? 292. А можно как-нибудь по жесткому? У меня, увы, достаточно хватает. Арта КД, хорошо, что не по мне. Вот тут уже плохо. Как бы Эмиль там остановил. Ну, он же впереди меня ехал. Бля, я маслину поймал. Мне и так плохо с КД, а он этот еще дополняет. Сейчас арта кинет. Ну, Хавака убили, молодцы. Тут уже мы... У нас нету времени на сотку. Ладно. Пускай так и будет. Все, отдыхаем. Арта КД. Ну, 44-ка, что он делает? Но я мог все равно пробить его только в НЛД. Потому что он как бы был сверху. Так. Надо было фугас, да, зарядить. Ну где СТ? Я-то подумал, что тут приедут СТшки. Так, давайте, не будем лезть на рожон. Главное, арта по нам не работает. Вот, все прекрасно. Так, арта, когда мы можем немножечко выглянуть. Пантера где? Пантера удирает, да? Калибаны вижу. Ну, пожалуйста, дай бог мне здоровья. Ай, просто... Ну, это я на удачу. А вдруг? Бывают же чудеса. Ага. Смешно прям не могу. Вот он, я Не молодец. мандражой, пацаны. Артовод говнярик. А я молодец. Ну, с оттоводами тут у нас должны быть как бы не 6-е чувство, а 8-е чувство. Это чувство игрока, когда он думает, у нас серьезные проблемы на базе. Проблемочки. Ну, с такой дистанции я попадать буду или нет? Это, блин, долго сводиться тоже надо. Угу, по мне кидают. Ну, и я еще не знаю, где Бураска. Вот он. Понял? Пока тут можно сводиться, если Бураск там. Но все равно надо быть как бы на чеку. Не, мы должны затащить. Молодцы, ребята, молодцы. Киджан Дуртьяна. Я уже отвечал на этот вопрос. Можешь перематывать. На какое время, я не знаю. 2 раза отвечать на одно и то же не буду. Если тебе интересен мой ответ, то найдешь. Сбор... 2 года играю как любитель, ник также. Ясно, ясно, понятно.
Ну, 2 года это, конечно, мало, да. Ну, учишься, значит. Получается. Так, ну-ка. Нет, ну у меня 0 урона. Просто. Ну, с картой не повезло. И надо было все-таки поехать. Благодаря какому-то чуду я остался жив, но не факт, что арта сейчас кинет по мне. Ну, хорошо, что я так сделал, потому что Бураск, он знает, что я... Этот Бураск должен приехать сюда, потому что... Дебил. Он так не делает. Сейчас к нам залетит Бураск. С охуенной скоростью. Как форсаж. Этот Бураск просто дебил. Он же поедет ко мне, потому что я же как бы шотный. Он должен поехать ко мне. Но почему-то и не едет. То ли боится. Может, он думает, что я на фугасе. Или ему дамаг не нужен. Или он охуенный тащер. Я не понял. Но мне светиться пока не надо, потому что арта у них сведенная. 95% она с уверенностью, что она сведена прямо сюда. Потому что они должны забрать меня. Давай так. Просто так, да? Просто так. Это было тупо и глупо, но все равно терять мне нечего. Потому что... А вдруг не случилось? Артака, да? Бульдог убивает арту. Молодец. Бурасик должен убежать в эту сторону. Еще прогет-то был. В Бураска я попаду, не попаду, это... Красавчик. Бураск прыгает к Бураску. Я засветился. У меня на сводку нету времени. Хотя... Можно вот так. Аля, вали гадов! Ай, блин. Ну, я думал, что он мансовать будет. Точнее, не мансовать, а слева поедет. Ну, бой. Бой под названием... Спи, малышок. Вот такой вот бой. Спи, дебил! Я неправильно выбрал направление, потому что надо было поехать налево, оказывается, да? С направлением у меня как бы беда. Давайте процент побед. У Шкоды 73% побед. Это и 60 боев и... Сколько там процент побед? 73. Ну, нормально. Офигенно. Нормально. Давайте такой вот боечек сделаем. Ай, ёлка. Зато победа. Ну да, зато победа. Пускай. Пускай безуронный там. Но главное победа. Все-таки я играл на Калибане, и вероятность того, что ты попадешь. Ну, Калибан это танк, на котором нужно играть в таких картах, где тяжи нормально отыгрываются, где бои, где куча мала и так далее, и так далее. Но в таких картах, как Прохоровка, Малиновка и так далее, ну, с дальней дистанции или со средней дистанции у него там беда. Вот, например, Энск.
Венский, я думаю, у него будет все приятно. Если он попадет в топ, ну, с 8, да? И он играет на карте Энск. Тогда он выдавать будет охуенные уроны. Нежели в открытых картах. Это не ПТ. Закопаю вас, сушьё! Еще раз Это каток. чё, такой прикол, Так, типа, обновляем да? каток. А Блин, ты душу я не... нахрен, понял? Что? Я же пытался обновить каток, но не получилось у меня. У меня не вышло. Блин. Ну, пускай. Почему не вышло так, я не знаю. А я выхожу получать урон, да? Ага, получили Ой, терпение? фу, пожалуйста, не надо так. Ну, если хочешь, давай едь вперед. Я как бы не против. Не знаю, куда я попал. Но я не попал. Вот он. Божественный игрок. А там есть прострел, нет? Ага, смешно прям не могу. Ну давайте я не буду лезть. Я и так потерял много хп. Так. Он направляется наверх. Давай поймай его. ФВ, играй. Я бы мог его забрать, но у него там СТА-1. Я не знаю. Он там еще там стоит, не стоит. Он все равно сюда выйдет, потому что он должен забрать КС-ку. У него там слюнки как бы текут. А можно с этой стороны? Только там ПТ меня расстреливает, нет? Тут поаккуратнее надо. Ну, СТА-1 жестко мешает, если честно. Вот, видишь? Так вот делаем. Пацаны, у нас пораненый! Надо забирать его. Ай! Смешно прям не могу. Не тормози, брателло. Мы тут уже, Ну, блин, запарились. Я тупой. Я просто затупил. Как я и говорил, я получил от ПТ. Когда я знал об этом, я сразу на миг как-то... Ну, жадность. Жадность погубила фраера. Блин, ну как я мог так забыть? Блин, а? Ладно, давайте десятки. Так, 58% побед на ушке и из 329 боев. Так, сколько... Что там по меточкам? Мне тут надо делать вторую метку. Блин, она упала. 82 или 83 было. Опять начал. Заново надо поднимать. Ёлка. Чё было? Ничего страшного. Бывает. Ну, карта такая себе. 3 РТ. Ну, играть буду в кемпера. Кстати, я какой-то ЛБЗ же сделал, да? Это я на каком танке сделал? А, на ТТ. Угу, на ТТ. Обнаружить 4 единицы техники противника, оставаясь не обнаружен. Давайте попробуем это сделать. Но будет... Можем это? Да, можем. На самом деле. Но у них как бы ЛТ. Пора на дело, свети волыны!
Оставаясь необнаруженным, вряд ли у нас получится, да? Если бы не было ЛТ, я бы где-нибудь стал бы в хорошей позиции. Если бы они сами атаковали, то получился бы. Но поскольку у нас ёбрик, то не будем рисковать. Все-таки это опасно. Все-таки я могу получить урон от Яги и так далее, и так далее. Ну, один шот. И хп у меня достаточно мало. 2000. Говорят, что это много, но в Прохоровке это мало. Так. Амбец вам, падлы! Я сам не надо спрашивать, я сам не понял, как я это попал. Это повезло. Я не думал, что я попаду. Так, ёбр, охуенный ёбр. Он поехал вот так вот. О, радостный такой. Я буду светить всех, говорит, как бы ёбр. И он начинает светить всех. Пожалуйста, не умирай, ёбр. Не надо. Может, через куст будешь светить, а, ёбр? Как-нибудь. Через куст езжай. Бычара, А это ты не труп, случайно, ты это я понял? специально, нарочно попал. Там видели? Но в Леопарда это была случайность, как бы. Мог не залететь. А вот по ЛТшке я специально так. Видели? Не попаду. Угу. На катки может. Ну, вряд ли попаду на каток. Лучше максимально надо донести урон. Не, ёбр красавчик, он вообще... Где что, я всех отсвечу, засвечу и так далее, и так далее. Сейчас я зажигаю лампу. Зажигалка наша ёлочка. Не тормози, брателло. Стреляйте в него, Мы тут уже, блин, он- запарились. Пожалуйста. Ладно, сам буду Выноси стрелять. бычьё! Ну стреляйте же, ёп, посмат. Ёлы-палы. На тебе! Г4 не... Нет, не надо, пожалуйста, не надо, говорит, как бы. Что-то кричит там. Полицию вызывайте, Слушай, я полицию. нервный. Чё ты тут из себя рыбу К корчишь? нам едет Зохан. Пожалуйста, не надо. У меня есть дети и так далее. Что-то говорит. Нифига И4. ты играть не умеешь. Вот он стоит. Вали актив! У нас Ёбр просто красавчик. Плюсики в чате, кто думает, что Ёбр просто красавчик. Ёбр просто охуенный человек. Человек-лампа. Ламповод, он явно электрик. Ну, сразу видно, что человек работает электриком. На, хавай, сука! Просто охуенный свет. Светляк от бога. Ну, такими должен быть светлячок. Давайте его убьем. Да ладно, не попал в первый броню. раз такого конченого. Ладно, такое. Так, теперь занавес открывается и наш выход. Где что там? Как бы говорит Зохан. Леопард думает, не стреляйте, берите меня в плен. Нет, помогите, говорит как бы Леопард. Но ему больно, нам не больно. И я тебе, на тебе, что ты хотел? Шмонай, лопатники, пацаны! Гребаный мудила. У Леопарду было больно. Так, давайте вот этих тоже надо убивать.
Наши там, слышу, там по рации говорят, не берите пленных не брать, убивать, ограблять, насиловать, всех уничтожать и так далее. Что-то там говорят по рации. Я, конечно, не все понимаю, но приказ есть приказ. Не надо пленных, значит не надо пленных. Но мы хотели этих троих взять в плен и допрашивать, не допрашивать, а допрашивать вот в этом доме. Как бы, да. Нормально вот паяльником. Бац! Скажите, где? Где нацисты? И так далее, и так далее, да? Сука! Да я тебя сейчас в бушлат деревянный одену, сука! На тебе. Ну чё, ждем еще ложков? Но как бы Сталин нам звонит и говорит, не звонит, а по радио говорит Сталин, это я, товарищ Сталин, не надо взять этих ублюдков, мразей! Плен не надо брать! Убивай! Я говорю, может оставить одного, тут леопард какой-то, он же и в Африке леопард, как бы он африканец, походу. Мне без разницы, откуда он, убивай! Говорит Сталин, ну, мне пришлось его убить. Что поделать? Как-то так. Так, ну тут бачат, леопард, пата. ТВПшки. 140-й гриль. 105-й Шеридан. Ну, медленных танков нету. Поймать никого нам не удастся. Просто надо сюда выезжать и это самое. Вперед! Валим уродов! А наркони стрим болар? Ну, с Эркеном когда будет? Не знаю. Это нам надо с ним переговорить и так далее, и так далее. Фирменный футболкан, Кадиктана. Ну... Не говорите, не говорите. Тихо. Блин, Кламу Тюрихтера. Клана выгонит. Не надо про фирменную. Это на попроне. Тихо. Сейчас начнется вот это вот. Так, кстати, да. Где же фирменная футболка? Предатель, что ли? Скажут. Тихо. Сейчас они спят. Так что в чате там пишите очень-очень тихо. Клан спит. Есть люди из нашего клана в чате? Нет же, да? О, вот видите? Все спят. Тихо. Не разбудите спящих вулканов. Будить не надо. Пускай они устали. Они воюют каждый день, поэтому им надо спать. Когда там строчите в чате, маленько вот так. Вот так напишите. И тихо, вот так. Тихо. Футболка, да. Одевай футболку. Как бы так. Вот будете строчить, вот таш, сразу РКМ проснется. Что за дела? Посмотрит. Ах, гребаный ублюдок Зохан. Футбол, мы ему, значит, получается, дарим футболку и так далее, а он его даже не одевает. И он называет себя воином нашего клана. Скажет Иркен.
Один звонок и выгоните вот этого подонка. И все? И не то, что ты загадочный. выгоните, да? И что там скажет? Отберите эту футболку обратно. Он не имеет права одевать вот эту футболочку. Вот, Проня, ты этого хочешь, что ли? Чтобы меня так унизили, что ли? Где ты вообще увяз? Ну, Нас тут ВЗшка, щас ты... кончат. Лови отвальную, Тебе фрай. стоило этого делать, ВЗшка? Ты дебил, конечно. Так, нет, у нас все не очень хорошо. Пошел нафиг. Я тебя прикрою. Ладно, прикрывай. Даю ему урон. Хватайте маслины, Ну стреляй, суки! прикрывай. СТБшку убивай. Лови отвальную, фраер. Бачат, нет. На, Ну, козлина! Криностеронте, как ты не попадаешь-то в танк? Гандон! Ай-ка! Что за дичь? Так, вот этого надо поймать. На тебе. Ну, доставай водяру, помянем жмуров свеженьких. О! Айка. Айка на ко! Не, ну я чисто не понял. Чё, продолжения не будет? Блин, кто чемпион? Кто чемпион? Ебать, я имею Стаски, да, кто чемпион сказал, и все, я затупил. Вот специально так делает. Кто чемпион? От этого я начинаю он беситься там. Что? Кто ты? Я чемпион. Нет, ты же проиграл. Нет, я чемпион. И все, и начинается вот. Голова уже не варит после этого. Очень плохой человек. Мистер Флоу. Таких людей еще искать и искать надо. Негативно очень плохой человек. Олин костырдым. Олин! Я вот когда играл, глазами-то вот слежу в чатике, да. Смотрю, кто чемпион. И вот так сделал, и в это время меня... Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ну, придется титул мне отбирать надо, получается. Человек там довольный. Просто в это время моя жена пришла, поэтому мне пришлось быстро проиграть, потому что это самое. Жена-то в телеке сериальчик смотрит. Пока я банковал, жизнь разменена. Негативно, позитивнее. Негативно будет? Ты что? Нету слова негатив. Негатив? Или... негативно, ду. Негативно будет или негативно будет? Напишите в чате. Там гугли, там поищите. Ёк, еще умничает тут.
Хотел будет или хотел будет? Хотел же будет. Что ты начинаешь-то? У меня свой язык. У меня свои свои коронки. Я не серая масса. У меня все по-другому. Хотя негатив же. Нет, нет, не уезжай. Не будь как Стас. Ах ты. Отпетушу нахрен, понял? Негативно, ну вот. Флоу еще это самое. Учит меня тут. Негатив. Сам ты негатив. Еще скажи, еще там напиши, яблочко, сука. что хлеб будет хлоп. Не хлеб, а хлеб. Эх, Стас. Кушай Смотри яблочко, у меня. сука! Титул мой береги. Нет, давай. Вячеславу Попову. Уже, наверное, отдал. Что-то радостные уехали. К нему, наверное, поехали. И, наверное, уже Где ты отдал вообще увяз? Нас тут сейчас кончат! титул мой. Херач их, Ты пацаны! там береги мой титул. Негатив. Негатив. Там еще он ищет в гугле, наверное. Прочел там слово негатив и... Блин. Как я так ложанулся и так далее. Так... На тебе. Закопаем вас, У сучье! меня есть броня. Уроем Вот это нахрен! плохо, вот это плохо, вот это плохо. Мы умираем, да, походу? Нет. Давайте этих быстро надо разваливать, вот этих, потому что они на КД. Пока у нас есть ХП, надо быстро этих. Вали, вали! Убивать его! нам надо этих гребаных засранцев. А, извиняюсь. Ёлка. Ну не надо, начать отсюда, сам не отступай. Шутка! Надо, отступаем. Уроем нахрен! Ай-яй-яй, все. Меня забирают. Но я могу сделать вот так вот. Максимально выживать надо. Давайте подловим вот этих людей. Выстрел. Им похуй на меня, да? Не бойся, мы тебя резать не будем. Эх, дурачки. Че, вам что, меня человеком вообще не считают, что ли? Угрозы я не представляю, что ли? Вот такой... Ёханый шутка. бабай, ну терпеть не могу отморожен. Стою и думаю, почему они по мне-то не стреляют? Вот СТБ. Лайки. 1 лайк остался, ребята. Пожалуйста. Я принимаю. Не похуй. Короче, На тебе. полная фигня. По-моему, кто-то нас спасет. Я же жесткий. Как пули риски. Дерзкий. Не води, как это самое, как Стас Флоу. Только он не умеет водить. Во. Нормально. Все морально
аномально нормально. 3800 урона. Че вы начинаете-то? Все нормально. Так, Ларион, здорово. Здорово. Так, давайте 3800 урона. Блин, а всю мою славу обосрал вот этот человек говник. Говнюк. Так. Ну да, у нас уже процент... Сколько там у нас? Из 30 боев у нас 21 победа. Это хорошо или плохо? Напишите в комментарии. Если 30 боев я сыграл, из них я победил 21 боев. И притом я соло играю. Соло. Без чьей-либо помощи. Это нормально? Сколько там? 70% побед. Это нормально, я думаю. Валерий Дьяконов, здорово. А bütün kiryatta, здорово. Лайк батыги битер, красавчик-то. Молодцы. Так, 60 ТП, ВЗ, Леопард, Прогетта, СТРВ, ВЗ, 130 конь, фаза. Можно разыграть в городе. Ну, можно тут поиграть, но у меня как бы у Вена нету. Поэтому мне кажется, что тут будет... Да, мне... Давайте помогать в городе. Я буду помогать Крану выживать. Потому что у него КД. Когда он откдшится, я должен быть на его месте. И как бы 3 рты. Поэтому здесь это верная смерть. Медленная, мучительная, гиблая смерть. Я не хочу так умирать. Мучительно. От фугасов умирать такое себе удовольствие. Ну, в городе тоже точно. Как бы... Не очень приятно. Сейчас мы можем отстреливать вот этих, если это... А ты так... Вроде правильно едет. И... Ага. Угу. Угу. А ты можешь показать вот... не может, да? Ладно, погнали в город. Показал бы он этих людей. Два 7-7. Вытворяет дичь. Так, дальше мне не... Так. Не надо мне дальше поехать. Мне дальше не надо. Да ладно. Ты что за бегемот? Мото. Гребаный носорог, а? Вот он опасный. Это животное под названием носорог, 60 ТП, или мамонт, или слоняра, я не знаю, как его зовут, представляют наивысшую угрозу. Так, это что это было? Вот у Володраба. У нас в городе... Так. Что такое? Блин, у нас лифт. Пускай.
Побед достаточно. Давайте играть на урон. Бан нигит тогда. Ким банната? Баннаватлар. Не смешите мои тапочки. Айка. Зря я приехал, надо было... Ну, спасибо, Леопард, что не пробил меня. О! Хватайте маслины, суки! Максимальный урон сейчас нужен. Лови А там пилюлю, ВЗ фрай. смотрит. Так, минутку, Где ты минутку. вообще увяз? Нас тут сейчас кончат! Ша, пока нам бебехи не вывалили. На, сука, яблочко! ВЗшка ждет. Вот всосали! специально так делает, смотри. Ты чё, баклан? Угу. Не, ВЗшка красавчик. Роккаменнер бен хоттор от 9. Билбәдем. Урибут. Потому что ты не чемпион. Ты фейковый чемпион. Титул должен быть у меня. Тогда никто не будет удалять твои комментарии, молодой человек. Ты в моем мире находишься. Вот сделаем вот стрим по UFC когда-нибудь, да? Вот тогда при всех я отберу у тебя пояс. Ты об этом подумал? Ты об этом не подумал? Думать надо! Негативно. Так, ладно. Ладно, сколько... 5 часов 14 минут я стримлю, да? Ну что, ребята, как думаете, пора заканчивать, наверное, да? 5 часов 14 минут. Это долго, как бы, да? Ну да, мне надо уже отдыхать. И так далее, и так далее. Спать. Отдыхать. Выпить кофе. Немножечко хуктарски. Я Костас! Титул будет моим! New World Heavyweight Champion Зохан! Ту-ту-ту-ту. А там рядом стоит Стас. Почему я так просрал? Мне плакать хочется, нет. А я его, не, друг, не надо плакать, все нормально, я тебе это самое, открытку в Новый год, подарю тебе открытку. Правда? Конечно, правда, нормально все. Вот ты вырастешь когда-нибудь когда я на пенсию уйду из UFC, вот поезд тогда будет твоим, ты пока дождись, ты еще молодой. Сиди и жди. И вот беру вот пояс и надеваю. Ну что, Стас, до встречи, так сказать. Это самое. Береги себя, все нормально у тебя. Ты неплохо там отыгрывал джебы. Как бы немножечко криво, но со временем, через 15-20 лет, все будет нормально, все ништяк. Все ништяк, ништяк. И вот я вот поднимаю этот пояс, вот так вот поднимаю. Сейчас, минутку, сейчас я покажу. Вот так вот, поднимаю вот так вот. Вот видите, пояс у кого? У меня. Вот так вот. Как, скажите, Зохан, как вы выиграли этот пояс? Пояс как вы выиграли?
Я хочу сказать вам, пояс у меня, все нормально. Я как бы победитель, я его победил. Угу. И, конечно, было очень несложно справляться с такой задачей. Когда он меня случайно поймал под Lucky Punch, все было... Ну, это был Lucky Punch, и я был не готов к этому, потому что у меня в этот день у меня было 15 боев, а когда я устал, этот человек пришел к нам в октагон и сказал, давай за титул, он сказал. Он не дал мне даже один день хотя бы отдышаться. Я провел в октагоне 15, вы поймите меня правильно, я 15 боев провел в октагоне, и в этот же день, в эту же ночь приходит ко мне этот человек, заявляется ко мне и говорит, давай чемпионский бой. Я как мужчина, и да, я уставший был, очень-очень уставший был, потому что 15 боев, этот человек свеженьким пришел и забрал мой пояс, просто свеженький, просто. И он сейчас в космосе летает, думает, что он чемпион, но на самом деле все знают, кто настоящий чемпион, у кого настоящий пояс. Так что, господин Стас Флоу, you are next. Ты следующий. Нервно кури в сторонке. Пояс-то у меня. А мы тебе дали фейковый пояс, который мы изготовили в Китае. Китайский пояс мы тебе приготовили. Специально вот такой вот. Ты хотя бы веса поясов не... ты же никогда не был чемпионом, поэтому не знаешь настоящий пояс. Он тяжелый. А мы тебе дали китайский, вот маленький такой вот пояс, вот такой вот. Там написано маленький вот такой поясок, и там написано Made in China. Made in China only with Stars Flow. Там мы написали и подарили вот на тебе, все, тебе домой, ты доволен. Я чемпион. Все, ты успокойся, ты чемпион. Давай, иди домой. Когда мы закрыли дверь, когда ты ушел, все. Наконец-то ушел. Ну да. Довольный? Ну да, вроде довольный уехал. Угу, довольный, да? Точно довольный? Да, довольный какой-то. Че, где настоящий пояс? Сохранил, да? Ну да, у меня. Ты что, ему дал этот китайский пояс, что ли? Ну да. Ах ты, Зохан, ты красавчик. Конечно, китайский дали. Теперь он гуляет, наверное, не знаю, он... такой вот, кто чемпион? До сих пор, уже 15 лет прошло, он до сих пор на улице там говорит, кто чемпион? И этот человек, какой-то неадекватный человек, я не знаю, что с ним происходит, ему бы таблеточку выпить или что, не знаю, но человек до сих пор спрашивает, 15 лет прошло, он спрашивает, кто чемпион, спрашивает. Вот такой вот человек. Так что, Стас, ты проиграл. У тебя фейковый пояс, у меня настоящий пояс, так что увидимся. Пока-пока, малышок.